У меня все хорошо с совестью. Она вообще, сука, не спит. Я виновата в смерти тех, кто в ростовской больнице умер. Когда ты попадаешь в систему социальной защиты, ты перестаешь быть гражданином своей страны. Когда вы заменяете человека системой, вы превращаетесь в армию. Все ужасно уже сделано. Это говно обязательно закончится. Политика – это грязь. Выборы – это грязь. Себя трахнуть всегда значительно проще, чем систему. Я имею право быть дурой? Да. Ну вот спасибо, я была дурой. Ты борзая все-таки. Почему я должна определяться? Ты с кем, Нюта? В моем сотрудничестве с властью нет стремления к власти. Я просто говорю правду. Это мой способ борьбы с мировым злом и хаосом. Это же так кайфово быть хорошим. Это же такой наркотик. Я чувствую себя недоиспользованной. Используйте меня больше, пока у меня есть эти силы. У тебя сила здесь? Да, здесь, в Никитино-Троицком. Почему? Я не помню, когда это началось, но вот так концентрированно я это осознала, когда сначала мамы не стало, а на 5 лет позже еще папы. Здесь очень много осталось жизни и живого от самых дорогих мне людей, которые уже умерли. Здесь много бабушки, здесь очень много мамы, очень много папы. Вот по правую руку, где наш участок начинается, там все деревья посажены мамой, папой, клумбы разбиты еще бабушкой. Кастрюлька есть, в которой она варит картошку, и из картофельного вот этого бульона такой жиденький, но очень вкусный супчик, куда она мяла картошку и нарезала укроп со своего огорода. И вообще я бабушку помню вот тут на клумбе, вот дождь, как сейчас, она в таком баллониевом плаще, и она с палочкой, толстая, с палочкой вот так наклонялась, и только ее попа. И она там все время полит под дождем в любую погоду. Вообще русская женщина вот в этой позе, это, по-моему... Абсолютно, абсолютно. Вот это вот здесь, в деревне, положение раком, оно не унижающее, а оно абсолютно созидательное и потрясающее. То есть ты в этой позе моешь полы, ты в этой позе полощешь белье, ты в этой позе стоишь в огороде, полишь, окучиваешь, собираешь огурцы, нюхаешь свои любимые розы. Все так. Твое первое в жизни воспоминание, оно же тоже связано с Никитино-Троицким. Тебе 3 года, мама стирает белье, а ты... Мама как раз в этой позе вот так полощет, я где-то сзади там, значит, колупаюсь, и иду к своей сестре вот так, и она мне говорит, не ходи, тут глубоко. Ну, я упрямая. Я, естественно, пошла к ней, и дальше вот это интересное, удивительное же воспоминание. Я себя помню сверху, я уже помню, что я лежу на коврике, в меня там дышит, и я так сверху на это смотрю, на все. Меня вытащил пьяный мужик, Ленька, он из того дома. Пьяный был, он заметил и вытащил. А потом папа решил его отблагодарить бутылкой водки вечером этого дня. Взял меня маленькую, мы пошли туда в гору, на Верхний Посад. Его жена встретила там, а все с уважением, врачи, здравствуйте, Константин Матвеевич. Он говорит, мне бы Леню. И достает такую, знаешь, медицинская вот эта бутылка из плотного стекла, где такие полосочки, которые отражают сколько грамм. И там был спирт уже разбавленный до состояния водки. И папа говорит, Леня, вот Нюточку сегодня вытащил, там, поблагодарить его. Она говорит, а она такая, у нее тут пузо, значит, здесь грудь, тут руки, вот это все. Такой ситцевый халат, знаешь, пуговицы крупные. Галошить, ага, Леня, типа, сюда давай. Леня, хоть папа мой стоит уже, что-то я тоже так к ноге прижалась, думаю, что-то надо исчезнуть. Она говорит, давай бутылку. Ее хуяк так об дерево. Вот это стекло, она разбила просто моментально. И это кино было, это было «Любовь и голуби», потому что Леня по дереву такой заструящийся ситой. Тут вот тетя Нина Салуянова. И я помню ногами, стопами босыми, я помню ощущение дорожки, когда я бегу босиком от нашего крыльца к ее крыльцу. Мама говорила, сбегай к тете Нине за молоком. И вот я туда бегу, а обратно иду, как пава, плыву, потому что я несу в руке крынку с молоком, дополненную вот до самого края. И там такая еще как пенка сверху. Можно отпить, пролить нельзя. Вот там дядя Вася Советов, который автор потрясающей фразы, потому что вот у мамы была прическа короче моей сильно, и это, конечно, ну, для русской деревни, для женщины что-то невообразимое, а уважение к ней все равно безмерное. И дядя Вася, он так подходил, говорил, здорово, мой золотой, здорово. А маме он говорил, хороший ты человек, Васильевна, только хуевато пострижена.
И, знаешь, здесь вот в каждом доме, вот там вот, например, жил замечательный дед Лунев такой. Его здесь считали вообще чуть ли не оракулом. Он был глухой, как пень, седой, как лунь. И такой тоненький, худенький. Что надо ему, он слышал, что не надо, не слышал. Но он говорил, например, замечательное слово. Это ж икстин, инстинкт. Это же, говорит, Матвеич, икстин. А куда они все делись? Умерли. Здесь нет больше деревенских вообще. Здесь только остались дачники, москвичи. А деревню я люблю, потому что я там набираюсь сил, но там все-таки работает телефон, и я всегда говорю, что я в доступе, и что если что, я через 4 часа буду в Москве. И вот это вот связь с работой, но при этом ее отсутствие официальное и право и возможность не ответить на звонок или отложить ответ на какое-то письмо. Вот это вот право отодвинуть, это очень круто. И я после деревни возвращаюсь в хорошем настроении, наверное, так. Вот я в хорошем настроении. В хорошем настроении ты должна выбрать цвет. Я думала про это. Потому что вот это вот выбор цвета, вообще выбор ненавижу, понимаешь? Когда есть выбор, это страшная штука. Но я поняла, что раз я люблю рыжий такой кирпичный, то должна или я быть в рыжем, или фон должен быть рыжий. Ну раз я в сером, давай вот кирпичный. Кирпичный фон. Скажи, Гордеевой, скажи. Это вопрос, который волнует всех людей, и не все его могут сформулировать, но так или иначе все живут с этим знанием. Мы все умрем. Даже самые лучшие и даже самые худшие из нас. Ну да, очевидно. Скорее всего, ты видела смерть чаще, чем все, кто нас сейчас смотрит. Что такое смерть? Это зависит от того, с какой позиции ты на нее смотришь. Ты же можешь смотреть на это как врач, как родственник умирающего, как сам умирающий пациент, которому это предстоит. Можешь как сторонний наблюдатель, и это для всех очень разное. Никто не боится смерти, все боятся умирания. Просто это не обсуждается. Но человек не боится самой смерти, он ее не знает, и то, что ей предшествует, вот это пугает. Набоков говорил о том, что жизнь – это как бабочка взлетела вечером в светлую залу, пролетела через эту залу и вылетела в другое окно во тьму. Ну вот, тогда смерть – это когда она вылетела просто в другое окно, если продолжать Набокова. Нету... И ничего больше? А что больше, Кать? Ну, может, ты знаешь? Нет. Знаешь, так тебе скажу. В России нету такой сущности, как living will, прижизненное завещание. Прижизненное завещание – это когда человек оставляет распоряжение относительно своей жизни, но только эти распоряжения касаются не имущества, квартира, машина, деньги на книжки и накопленные пивные банки, а что делать, если я сам не смогу принимать решения. У тебя есть такое? Я его не до конца заполнила. Но мы не имеем права по закону принять решение относительно своих детей и их воспитания. У нас нет такого права. У нас нет права на do not resuscitate, отказ от реанимационных действий заранее. Да? Мы подставляем врача, если принимаем такое решение. У нас нет права распоряжаться собственным телом, заранее сказать, что я не хочу такое-то лечение, хочу такое-то лечение. Вот здесь вот давайте остановимся, вот этого со мной делать не надо. Я вот очень хорошо помню, когда я старшего ребенка рожала, и после многих-многих изматывающих часов я должна была подписать согласие на кесарево сечение. У меня были постоянные ежеминутные схватки, подписать ничего было невозможно, но я могла там какой-то ручкой загогулину поставить. Но совершенно точно, что я эту загогулину поставила бы на любой бумаге, не вчитываясь в ее содержание. Просто вот поставьте тут, да. И это я была в сознании. А ситуация, в которой человек попал в ДТП тяжелое, он находится в коме, и все. Вот все, ты не можешь уже принимать решения. А все, что ты там заранее про себя написал, это все никого не касается. То есть в России распоряжаться собой, своей жизнью, качеством жизни своих детей мы не можем. Это в смысле юридически вообще невозможно? Да.
Это невозможно. То есть мы можем квартиру завещать, но мы больше не, мы можем завещать только имущество. То есть если, например, там я напишу эту бумажку, а ты ее допишешь, то это не будет иметь юридически никакой силы. Абсолютно верно, да. Абсолютно верно. Врач все равно будет решать за тебя, директор психоневрологического интерната будет решать за тебя, если ты туда попадешь, и так далее, и так далее. И главный врач клиники будет решать тоже за тебя. И какие-то чужие неведомые тебе люди будут решать за твоих 4 детей. А сейчас про одного из величайших изобретателей в истории России – Ивана Петровича Кулибина. Разнообразие его работ поражает. От одноарочного моста через Неву до знаменитого фонаря-прожектора. Ну а самая известная работа новатора – это часы для императрицы Екатерины II, механизм которых состоит из 427 деталей. Часы эти, кстати, до сих пор хранятся в Эрмитаже. Отдельная история – это образование Кулибина. Мастерством механика он овладел самостоятельно, читая популярные научно-технические издания «Санкт-Петербургские ведомости» и краткое руководство по познанию простых и сложных машин. Теперь в русском языке есть даже нарицательное понятие «кулибин», обозначающее энтузиастов-изобретателей, работающих в одиночку без специального образования. Сейчас дистанционное образование гораздо доступнее и технологичнее, чем раньше. Домашняя школа «Интернет-урок» – яркий тому пример. В ней ученики занимаются всего по 2-3 часа в день, а эффективность таких занятий куда больше, чем в обычной школе. Во-первых, ребенка ничто не отвлекает. Во-вторых, пересматривать урок можно неограниченное количество раз. Каждая тема разъясняется в простой и доступной форме, а закрепить ее можно на тренажере, получив детальный разбор домашней работы от преподавателя. Учеба в интернет-урок строится примерно так. Образовательный материал выкладывается сразу на весь учебный год, поэтому ученик может составить свое расписание и свободно изучать те темы, которые ему необходимы в данный момент. Ребенок занимается в комфортной обстановке из любой точки мира – дома, на даче, где угодно. На него не кричит учитель, можно спокойно ошибиться и что-то переспросить, не подвергаясь давлению одноклассников и преподавателей. Нет погони за оценками, хотя, разумеется, контроль знаний остается. А еще интернет-урок не только полная замена традиционной школе, но и альтернатива репетиторам, когда нужно помочь ребенку разобраться в непонятной или пропущенной в школе теме. Например, в случае с домом мы выбрали этажи и посмотрели, сколько раз высота одного этажа поместится в высоте дома. В общем, штука довольно приятная и полезная и для детей, потому что они находятся у себя дома, рядом со своими близкими, и для родителей, потому что они совершенно точно знают, чем и с кем занимается их ребенок. Изучить детально, как устроена система обучения в домашней школе «Интернет-урок» и получить бесплатный пробный доступ можно по ссылке в описании. Переходим и записываемся. Не связано ли это с суеверным страхом смерти? Я думаю, То есть ты не можешь подумать о смерти, пока ты живой? Я думаю, что это связано исключительно с несовершенством законодательства. Это связано в том числе с категорически неверным понятием у нас в стране слова «эвтаназия» и смысла эвтаназии. И это связано во многом с советской ментальностью, но не со страхом смерти, с ее отрицанием. Это другое. Почему я про это начала говорить? Потому что, когда мы стали рассуждать на эту тему и думать, как вообще это менять, я предложила такое тяжелейшее экзистенциальное упражнение. Это упражнение предполагает, что человек вот здесь и сейчас отвечает на целый ряд вопросов относительно того, что он хочет, чтобы было с ним в случае, если он потеряет возможность принимать решения самостоятельно, а также в этом списке вопросов, что он считает верным делать с собой после своей смерти, то есть, по сути, описание похорон. Ну и если уж так, то параллельно с этими вопросами еще были вопросы о том, как, когда и при каких обстоятельствах вы хотите умереть. Вот эту часть упражнений я люблю больше всего, потому что когда человек в комфортных условиях, сидя на удобном стуле, сытый, выспавшийся, в аудитории, которая ему комфортно, начинает отвечать на эти вопросы, ничего над ним не висит, не давляет. Он отвечает достаточно искренне и спокойно. И оказывается, что у всех один ответ.
То есть большая часть человечества, от человечества, это проверяли в Израиле, эту анкету давали заполнять в Египте на разных конференциях, в Великобритании, в Австралии. В общем, можно сделать такой общий портрет. Как человек, житель Земли, цивилизованный из цивилизованной страны, как он себе представляет свой идеальный уход из жизни. То есть что для него смерть? Это сон. Это уход от суеты в покой. И в этой связи там масса интересных вопросов. В каком возрасте вы себе представляете ваш уход из жизни? А кто находится с вами рядом в этот момент? А какой это сезон? А какой день недели? А какая погода? Какое время суток? Время суток почти все выбирают раннее утро. 97, по-моему, Я сейчас подумала про раннее утро. В нас заложено, на самом деле, большинство смертей, происходящих естественным образом, в том числе от длительной болезни, это все равно естественная смерть, да, они наступают в промежутке между 4 и 6 утра. И это то время, которое люди обычно выбирают. Вот ранний рассвет, раннее утро. Почему? Ну, потому что это зарождение дня, наверное, это зарождение жизни новой. Потому что смерть – это зарождение. Если мы воспринимаем это так, и есть потрясающее слово, забытое нами, это не тело, не труп, не умерший, это слово «покойник», которое происходит от слова «покой». Так вот, я себя представляю, если спящий, то, знаешь, я точно не сплю в костюме и галстуке на шелковой простыне. Я хочу быть в байковой пижаме, и чтобы постельное белье было клевое, уютное, как я хочу. И поэтому я бы хотела, чтобы вот это тоже было возможно в индустрии ритуальных услуг, которая существует. Я не хочу в ботинках и в костюме лежать на подушке под покрывалом. Я так обычно не делаю. И с орденами. Да, я обычно так не делаю. Что это за извращенное понимание покоя? Я хочу в пижаме, на боку, так, под уютным пледом. Я вообще не хочу, чтобы на меня мертвую смотрели. Отлично, прекрасно. Большинство людей говорят, что они бы не хотели, чтобы их видели мертвыми. И закрытый гроб, пожалуйста. И как я там лежу, это мое персональное дело. Я хочу в пижаме, на боку и под пледом. И под закрытой крышкой. И большая часть людей ведь отвечают похоже, понимаешь? В мистическом все-таки плане, что после смерти? Знаешь, я не люблю говорить, я верю в жизнь после смерти. Я знаю, что есть жизнь после смерти. У меня в этом нет никаких сомнений. И потом мне слово «верю» не нравится. Это другая жизнь, гораздо более спокойная и цельная, чем та, которой мы сейчас живем. Человек жив в том, что остается после него. После кого-то остаются произведения искусства, после кого-то остаются друзья, дети, внуки, после кого-то остаются ученики. Я вот пытаюсь, наблюдаю, мне кажется, что люди, которые оставляют последователей, учеников, они наиболее спокойные, какие-то счастливые, наиболее полноценно проживающие последний период жизни. Вот когда к тебе приходят те, кого ты научил. Ты стала больше верить в Бога, назовем это так. Ты стала более религиозным человеком с тех пор, как вошла плотно в паллиативную помощь, или менее? Я была бы верующей вне зависимости от того, в какой стране, на какой земле я росла и формировалась. Меня крестили, мне было 40 дней. Естественно, я этого не помню. Знаю, что это было. Я, кстати, жутко жалею, что я этого не помню. Я бы очень хотела, чтобы я была свидетелем этого события. Оно важное. Это очень круто, когда человек в зрелом возрасте приходит к этому сам и проходит осознанно через этот обряд. Но в 13 лет я сказала, я хочу ходить в церковную школу. Папа сказал, ну ок, хорошо. А мама сказала, ну давай, это по выходным ты будешь ходить в воскресную школу? Я говорю, да, буду ходить по выходным. Это очень свободная была школа. И я спокойно читаю, благодаря этому на старославянском, знаю катехизис там и так далее, и так далее. Но я понимаю, что молиться можно и в общественном туалете. Бог – это вот то, что там, то, что внутри. По всем документам ты Анна Константиновна, но ты приучила даже самых высоких людей называть тебя Нюта Федермессер. Почему ты Нюта? Кто это придумал?
Первым меня, наверное, так папа называл, но в семье еще совсем в детстве, я помню, называли и Аня, и Нюта, по-разному называли. Анна Константиновна зовут мою бабушку, папину маму. Анна Константиновна Нахимович. И еще в классе я училась, где было 5 или 6 Ань. И было очень удобно все-таки наконец-то начать называть их по-разному. Но мама говорит, что она прям день помнит, когда я сказала: так, все, я Нюта, никакой Ани. Она говорит: ты просто упрямо перестала откликаться на Аню, и мне было там лет 5, наверное. Я не помню этот день, но я точно знаю, что есть один человек, был один человек с именем Аня, который мне с самого детства настолько патологически не нравился, что я просто не хотела этого имени. Я просто не хотела быть Аней, зная конкретно из-за кого. И я помню, что я в очень детском, маленьком возрасте маме это объяснила, она просто офигела. Это было совершенно осознанное решение. Хорошо, все, ты Нюта. И я сначала была по маминой фамилии Нюта Миллиончикова, а потом, когда меня переводили, по-моему, в 5 класс, что-то менялось, какие-то табели, не помню, и там уже была папина фамилия, Федермессер. Дальше был важный момент, когда начался фонд «Вера». Я уже достаточно взрослый человек, и вот все меня называют там и в институте, и везде Нюта. В школе, где я преподавала, называли Анна Константиновна. Естественно, это, знаешь, совершенно другой человек. Это, Анна Константиновна, уважаемая такая, училка. Спиной. Да, училка. Ты была училка английского. Да. Нюта – это более такой расслабленный и образ, который больше дозволяет этому человеку. Хулиганство, скажем так. И вот тогда был жив еще Давид Саркисян, директор музея архитектуры. Он помогал сделать первый буклет для фонда и вообще оформить фирменный стиль, там визитки, туда-сюда. Он мне говорит: ты что, будешь на визитках писаться? Нюта, что ли? Я говорю: ну да. Он говорит: не-не-не, это не серьезно. Это сейчас фонд «Вера» только зародился, а это будет серьезная организация. Вот у меня, говорит, есть знакомая одна, у нее во Франции галерея картинная. И когда-то, когда эта галерея началась, она была молодой девушкой, Лиза Пи. А сейчас бабе за 50, и она вот Лиза Пи. Понимаешь? Вот и ты так будешь, тебе будет за 50, а ты такая останешься Нютой. Нельзя, будешь Анна Константиновна. Я говорю: ну ладно, хорошо. И вот мы сделали эти визитки. Анна Константиновна, я так на них посмотрела, пришла к маме, сказала: мам, я знаю, что ты во всем Давида слушаешь, что он большой, конечно, молодец, но Анной Константиновной я не буду. Меняем это обратно все. Это не я просто, другая тетя. И меня до сих пор это вымораживает, вот эта Анна Константиновна. Но ты знаешь, все легче и легче. Вот когда куда-то приезжаешь, представляешь: здравствуйте, Нюта. Ну, тогда я Андрей. Ну, тогда я Глеб. Ну, тогда я Василий. Фух, слава богу, можно не запоминать еще кучу всего. Люди это принимают. В первой половине XVIII века кофе только набирал популярность. А одним из первых, кто выразил любовь к кофе в музыкальном формате, был Иоганн Себастьян Бах. Его кофейная кантата, по сути, мощная рекламная кампания кофе, а у самого произведения очень интересная история создания. В то время в Германии еще с большим недоверием относились к кофе. Особенно много предрассудков было по части его употребления женщинами. Бах тогда подрабатывал в кофейном доме Циммермана в Лейпциге, владелец которого попросил композитора придумать юмористическое произведение о кофе, которое бы популяризировало этот напиток. Вот так Бах повлиял на распространение кофе. А одна из самых красивых историй о том, как он сам повлиял на творчество других композиторов, связана с именем Эйтера Виллы-Лобоса, родившегося в одной из самых главных кофейных стран мира – в Бразилии. Эйтер Вилла-Лобос знаменит синтезом классических произведений и бразильского фольклора. Одно из главных его произведений – бразильские бахианы. Как следует из названия, оно вдохновлено творчеством великого немецкого композитора. В основе сорта бразильской арабики Браво Бразилия от Жардин тоже эффект синтеза. Сбалансированный эспрессо с плотной кремовой текстурой и богатым сливочным послевкусием. А сейчас я приготовлю вкусный кофе.
Берем зерна и перемалываем необходимое количество. Помол должен быть очень мелким. Заливаем холодную воду чуть ниже места сужения горлышка турки, чтобы оставалось место для поднятия пенки. Перемешиваем и ставим на плиту. Когда увидим, что вода закипает и в турке поднимается пенка, снимаем с плиты и быстро разливаем в чашку. На все уйдет не более 5 минут. Браво, Бразилия – это насыщенный, полный вкус бразильской арабики с легкими нотками шоколада в послевкусии. А вообще от кофе важно получать удовольствие. И с Жардин это легко сделать в любой момент. Это Ярославская область, Ярославская область рядом с Ростовом Великим, да. село Поречье. Называется официально Поречье Рыбное, но мне нравится просто Поречье. Сейчас это дом милосердия Кузнеца Лобова, но вообще у этого здания очень милосердная и старая история. Это была усадьба купцов Устиновых. Это видно, что это усадьба чья. Но это не единственное место, где видно. Вот сзади закрашенный изразец печки. Здесь в этом здании оно двухэтажное, стационар на 2 этажах у нас. Здесь 12 печей, все выложены изразцом. Наверху всего 2 трубы. И вот эта система 12 печей, она работает на 2 трубы. В общем, когда-то купцы Устиновы передали это в дар селу Поречью как больницу для бедных. И это с тех пор, с 1867 года, всегда было больницей, медицинским учреждением. Мои родители почти 50 лет назад в одной из соседних деревенек купили дом. Этот дом в деревне Никитино-Троицкой, он до сих пор наш. Мы каждый год, неизбежно, каждое лето приезжали в Поречье, потому что мама говорила так: самые лучшие огурцы и самый лучший лук в стране. Сейчас луховицы застрелились, Демидов застрелился. Да, пускай стреляются. Просто ни Луховицы, ни Демидов не были поставщиками императорского двора. А село Поречье Рыбное было поставщиком императорского двора. Вот там вдалеке видно озеро Нера, и очень все гладкое и плоское. Это вот эти грязи озера Нера называется сапропель. Особый такой здесь какой-то торф, особая земля. Здесь все очень рано зреет. Здесь в мае огурцы, понимаешь, в мае. Готовые огурцы. Ты приезжаешь на майские праздники, в Поречье огурцы выросли. В моем детстве я помню, что идешь по улицам Поречья, и там на развалах, на таких вот телегах, в которые лошадь впрягают, на телегах лежал, сушился этот лук. Мы приезжали, покупали косы заплетенные лука, огурцы мама солила и мариновала. Каждый год мы ездили. И почему я про это говорю? Родители врачи. Когда родители приезжали и начинался сезон с мая по октябрь, у нас в дом была бесконечная очередь из людей, которых что-то болело, и которые приезжали там то зашить, это подлатать, это подлечить. И мы никогда не знали, что тут есть больница. И была ситуация, когда уже вовсю работал фонд «Вера», уже даже я была... Мне кажется, да, я уже была директором Центра паллиативной помощи. Ты уже была директором Центра паллиативной помощи. Да. И были звонки на телефон, и мне Дима, помощник, говорит: вот звонит женщина, она врач, ей нужно помочь обезболить пациента. Я говорю: Дима, это что-то странное. И не реагирую на это, потому что внутренне думаю, с какой стати врач, не родственник, да, а врач, который должен взять и обезболить. Что значит звонит и говорит: помогите обезболить? Как я ей помогу из Москвы? Один раз она позвонила, другой раз. Я говорю: Дима, мне эта история не нравится, отшейте как-нибудь. Что-то здесь не так. А ты можешь так сказать? Есть какое-то шестое чувство. Вот я понимаю, что иногда лучше не реагировать. Но у меня сидела эта история в голове, и в какой-то момент Дима говорит: вы знаете, а чего вы так реагируете? В конце концов, это Поречье, недалеко от вас, можно съездить, недалеко от дачи. Я говорю: как Поречье? Какой врач в Поречье? Точно что-то не так. Или меня хотят подставить, или это вообще какая-то ложь. Моя любимая Ярославская область, мое любимое Поречье. И, в общем, поехали разбираться. Сейчас разберемся. Вот такое вот было. И мы приехали сюда. Это было тогда отделением сестринского ухода при Ростовской ЦРБ. На входе сшибал просто с ног запах мочи. Вот здесь была такая очень странная буфетная кухня, грязная, вонючая, вот с такой тухлявым запахом ветоши. В
соседней комнате, где сейчас склад, была умиральная такая. Туда переносили или переводили 2 вида пациентов умирающих из жесткой деменции, которые не могли контролировать свои поступки и действия, запирали их прямо на висячий замок. И там эти люди писали, какали на пол. Здание не было бесхозным, больница про него знала, была сделана котельная. Больница это ростовская, она где-то там в Ростове находится? Она вот через озеро, меньше 20 километров отсюда, на той стороне озера Нера. А это сестринский уход, то есть по сути паллиативная помощь? Да, по сути отделение паллиативной помощи для умирающих. Онкобольные попадали сюда довольно редко. И вот кузнец Георгий Александрович Лобов, местный житель пореченский, с раком легкого попал сюда. И Настя стала звонить про него, когда она поняла, что ему нужен морфин и кислородный концентратор, и она не могла от руководства больницы этого добиться. А Настя работала здесь, вот в этом отделении? Настя Анастасия Юрьевна Иванова, доктор, удивительный совершенно человек. Она выросла в селе Поречье, выучилась в Ярославле на врача, работала в Ярославле, работала врачом в Петровске, и потом у нее неожиданно заболел раком, и очень скоротечно и быстро здесь, в Поречье, умер папа. Настя приехала ухаживать за папой, и когда папа не стало, осталась здесь с мамой, поняла, что она не уедет, и здесь устроилась на работу. И вот она очень тяжело переживала невозможность помочь этому Георгию Лобову, и она мне стала названивать. Георгий Лобов был худенький, маленький человек, одноногий, всю жизнь проживший в Поречье, не воевавший, никуда не выезжавший, потому что он вот без ноги. И он говорил, я тут хочу умереть, у меня здесь жена умерла, тут хочу умереть. И плюс это все на Пасху. Когда мы приехали, мы остановились ночевать в Ростове и выезжали из Ростова сюда под звон колоколов Ростовского Кремля пасхальный. Это уже было после смерти мамы и папы моих. И когда мы сюда ехали, все воспоминания о наших многократных сюда приездах и прогулках по Поречью, это все было такой волной. У меня не было никаких сомнений в том, что надо помочь. Если тебе говорят «Россия», ты что представляешь перед собой? Я, наверное, империалист, потому что вот это странное, мой адрес ни дома, ни улица, мой адрес Советский Союз. У меня же мама из Литвы, а папа из Узбекистана. И для меня это все мое. Я привыкла, так я так росла. Мне очень комфортно было жить, когда можно было сесть на Белорусском вокзале на поезд. Он назывался Лиетуа. Отходил в 19:19. Вот, можно было сесть и уехать к бабушке в Вильнюс в выходные. Ты могла бы жить в какой-то другой стране? Ну, не хотела бы, но могла бы. Ну, не хотела бы, потому что мне очень дороги вот такие вещи, как деревня, где я росла, кладбище, где похоронена мама, папа. Мне очень важно жить внутри русского языка, который я очень люблю. Очень люблю. Я боюсь отъезда и эмиграции. Я как человек, выросший в диссидентской семье, для меня эмиграция – это вынужденная мера. То есть это не решение человека космополитичного, свободного, который просто выбирает для себя свободно какую-то другую территорию для жизни. Для меня это потому, что здесь плохо. И ты вынужден тогда уехать. И я все время очень боюсь, что может стать вот так плохо, что придется уезжать. Не хочу про это думать. Хочу здесь оставаться, здесь менять максимально то, что возможно, здесь стареть, здесь умереть. Что может тебя заставить уехать? Ну, если лишить меня возможности менять и работать, если я не смогу вот в своем плане пункты вычеркивать какие-то. Но при этом я знаю, что я очень буду несчастливой, если уеду.
Как ты обезболила этого умирающего кузнеца Лобова? Нелегально. Я могу, наверное, про это сейчас говорить. Я не знаю, существует ли срок давности по подобного рода преступлениям. Уже никто ничего не докажет. Да, будем считать, что я вру. Я приехала сюда вместе с Сашей Семиным. Он член правления фонда «Вера». Мы ехали на 2 машинах, потому что он сказал: ты руководишь госучреждением, ты не можешь сама ничего вести. Не дай бог остановит ГАИ или что-то, будет скандал, повезу я. И он ехал сзади на другой машине. Сколько лет бы ему грозило, если бы его остановили? 8. Параллельно я позвонила главному онкологу и специалисту по паллиативной помощи Ярославской области. Он приехал сюда. С морфином? Ты удивишься, но да. Точно так же, как и я. И если я как-то это аккуратно, значит, ты говорила Анастасии Юрьевне, что, пожалуйста, тихо, вот там, и сейчас мы решим, как выписать рецепт и дальше, чтобы все было легально, то он просто положил на стол. Это то, как это работало. Понимаешь, настолько трудно было сделать это легально, что если от кого-то из пациентов оставались препараты, то врачи их никогда не выкидывали. И если у врача есть сердце и душа, они их сохраняли и использовали тогда, когда легально не удавалось получить. А почему легально не удалось? Ну, просто лень главному врачу этой больницы, неохота было заниматься. Вот это через озеро? Да, да. Неохота было заниматься этим вопросом. Меня его вот эта прямота в присутствии человека из Москвы, которого он первый раз видит, но при этом он слышал обо мне и, в общем, некоторым образом, наверное, побаивался, как многие в регионах. Но он ехал помочь. И он совершенно спокойно Насте, значит, говорит: а дальше сейчас будем решать. Я на него посмотрела, у меня просто все затряслось, и я вышла на улицу плакать. Вот этот человек, который был главный онколог Ярославской области, что им двигало? И часто ли ты вообще встречаешь руководителей онкологических направлений в регионах, которые способны на такой поступок? Знаю, на Дальнем Востоке, в Приморском крае, в Ростовской области. Понятно, что я тоже какие-то истории знаю, когда большой начальник, министр здравоохранения региона, берет чемодан с обезболиванием и, что наказуемо законом, просто едет к пациенту сам и проявляет таким образом мужество и героизм. А почему человеку проще проявить мужество вот таким образом, чем трахнуть систему и заставить там эту ростовскую больницу дать сюда ты ответила обезболивание? сама только что, потому что себя трахнуть всегда значительно проще, чем систему. Потому что есть такая замечательная штука, как русская душа или российская ментальность, оно же. Героизм проявлять – это нормально. А посягать на святое, а система – это святое. Это мы что, революционеры, что ли? Нет. Мы на систему не посягаем, но личный героизм обязательно проявим. И вот на фоне ужаса, который я тут увидела, я увидела совершенно человеческие глаза, готовность учиться и неготовность мириться с тем ужасом и несправедливостью, который здесь происходит у 2 человек. У вот этой вот Анастасии Юрьевны и у пожилой медсестры Валентины Леонидовны. И еще они мне сказали, что вообще нас хотят закрыть, но мы уже сопротивляемся сколько-то времени, потому что вот тут есть старики умирающие, как Лобов, а есть те, кто здесь давно живет, потому что когда-то раньше это еще было домом престарелых. И вот они как сюда заехали, так тут живут лежачие. Если их перевести куда-то, они просто умрут. Сначала я нашла контакты министра здравоохранения Ярославской области. Я его сюда притащила. Сюда же я притащила съемочную группу Первого канала, потому что мне казалось, что мы сделаем репортаж про местный Дом милосердия, скажем, что этот Дом милосердия хотят закрыть. Вот у нас будет министр, который скажет: конечно, мы ничего не закроем. И мы его спасем, его не закроют. И тут фонд «Вера» начнет в него вкладывать. Какая многошаговая комбинация. Да, вот была такая у меня многоходовочка. Не сложилось. А что было? Приехал Первый канал, все снял, министр все сказал, что ничего не закроет, он, конечно, поможет. Проходит сколько-то дней, и я, кажется, звоню сама Анастасии Юрьевне от Насти с текстом, что я договорилась, мы будем помогать. Она говорит: а не надо больше помогать, нас закрыли, мы больше не работаем. Вчера все подписали заявление об уходе. Я говорю: а люди где? А людей отвезли в Ростовскую больницу.
пациентов. И она очень спокойно мне это и вежливо говорит. Приехали в ростовскую больницу на 3-м этаже в неприспособленном совершенно помещении с протекающей при нас текущей крышей лежали вот все эти старики и старушки. Нина Николаевна, которая до сих пор жива, она вот за стеной, она сказала, в войну так не эвакуировали, как нас вывезли, за 2 часа. И я вот больше вставать не буду, есть не буду. Я решила умереть, тогда невозможно. А что должно произойти вот с этим, как ты говоришь, сострадательным, любящим и нежным русским человеком, чтобы таких же своих соотечественников, при этом беспомощных, взять и положить под протекающую крышу? Когда министр сказал, да, мы сохраним, и стал вникать в то, что и как, и поговорил с главным врачом Ростовской ЦРБ, и она ему рассказала, что тут, значит, не приспособлено, не подходит, полы кривые, какие-то задолженности, в общем, то все, короче, закрыть проще. А у нас тут целый этаж пустой. Что нам? Вон у нас пустой этаж, мы их сюда перевезем, и хотя бы все под надзором, а это закроем, и все. И в его голове система решила правильно. Система решила, что она будет этим людям помогать централизованно в составе больницы, просто на другом этаже, а это все прикроется, и спокойнее так будет. Потому что самое страшное, если они все сгорят. Ты его сейчас оправдываешь? Нет, я его терпеть не могу. Я считаю, что он бесчестный человек, что особенно отвратительно, когда речь идет о мужчине. И вот эти люди, которые хоть как-то что-то делали, и хоть, пускай там с санами, стариками, но хоть как-то работали, им было не все равно, они остались без работы, старики все перемрут, 2 уже умерли на тот момент, а Георгий Саныч еще жив. Я к нему в Ростове подошла, буквально плюхнулась на колени перед кроватью, плачу, говорю, вы меня простите, пожалуйста, я вам обещала, но... И Нина Николаевна тоже мне говорит, что да, я понимаю, что ты обещала, что нас не закроют, но что поделаешь, вот жизнь такая. Это дни Питерского форума. Я уже знакома тогда со Светланой Витальевной Чупшевой из ОСИ. Я ей сказала, пожалуйста, мне нужен губернатор Ярославской области, очень. В общем, там происходит дичайшая несправедливость. Светлана Витальевна договаривается, я несусь в Питер, нахожу стенд Ярославской области и в буквальном смысле бросаюсь на этого бедного губернатора, скромного мужика. Отдайте Дом милосердия нам, мы возьмем это все созданием с людьми, отдайте. Он говорит, а вы там кто? Я НКО, фонд Вера. Ну, можно об этом говорить, в принципе, можно, да. Ну и в общем, через 1,5 месяца после Пасхи, 26 мая, это уже официально здание, переданное фонду Вера. То есть я включила такой пропеллер в заднице, который, в общем... Тебе стыдно было? Да. Я считала, что я просто, я убиваю людей. Вот я виновата в смерти тех, кто в ростовской больнице умер. И до сих пор так считаю. Это ужасно. В общем, этот пропеллер включился. Это было уже наше здание. Отсюда при этом ростовской ЦРБ было вывезено все. Кровати, стулья. Они требовали, чтобы мы отдали стиральную машинку. Я названивала этому министру. Говорю, да, блядь, мы вам отдадим эту стиральную машинку, когда свою купим. Но не сейчас. Сейчас мне нужно людей сюда привезти. На каком основании я могла сюда везти людей? Ни на каком. Это просто было здание. Понимаешь, ни лицензии, ничего. Тебе страшно не было? Очень было страшно. И самое реально страшное было, что они сгорят. Но я понимала, что если... В смысле, сгорят, что если пожар? Да, что будет пожар, потому что меня все вот этим пугали. Борьба закончилась в тот момент, 26 мая, когда мы сюда еще в ничего, в пустоту перевезли обратно людей, когда Георгий Лобов на одеяле, на траве, в солнышке лежал, и он еще пару часов прожил здесь, он все-таки умер здесь. И это мы сдержали слово, и я ему сказала тогда, ну что, я сдержала слово, вы тут, мы тогда, наверное, когда все с документами уладим, назовем это в вашу честь. Говорю, будет Дом милосердия кузнеца Лобова. Угу. Он лежал внизу, смотрел так на меня, говорит, пойдет. Если я правильно знаю, то твои родители покупали этот дом, вообще приезжали сюда, чтобы стать дауншифтерами от советской власти. Ну, это было очень тяжелое время, когда папу выгнали отовсюду из Института акушерства и гинекологии за диссидентство. Мама ушла за ним следом, как жена декабриста. И Боря Золотухин, Борис Андреевич Золотухин, автор
похеренной Конституции. Он был выгнан из адвокатуры, папин ближайший друг, одноклассник, они вот этот дом купили рядом. А вот там дом вот торчит. Это дом, который был куплен Зоей Крахмальниковой, мамой Зоечки Световой и бабушкой Детков. Это был такой диссидентский уголок здесь. Я вспоминаю день путча в 91 году, 19 августа. Вот эта вот команда, родители, Зоя, Боря Золотухин, как собирались ехать в Москву. Вот это почти последние мамины посадки, вот эти липы. Это, представляешь, вот весной как красиво. Это все сирень. Все это усыпано белой вперемешку, белая сиреневая сирень. Там куст бузины, на котором я, можно сказать, выросла. Я там сидела на нем верхом. Когда-то здесь, когда еще были куры и коровы, здесь был заборчик. Но уже давно его нет. Это тоже куст калины. Вот еще бабушка, мамина мама, была жива и переживала, что этот куст калины ест тля. Что бы мы с ним ни делали, его все равно постоянно ест тля. И ты будешь бабушкой, а тля никуда не денется. Я буду бабушкой, а тля никуда не денется. Вот это тоже куст сирени сортовой, который бабушка Муся привезла из Вильнюса. Вот эту лиственницу папа сажал, а мне было 6 лет. Это было вот такое тонюсенькое дерево. Такое тухлявая. Ну вот, выжила. Вон сортир на улице, вот баня на улице. Почему ты не построишь себе шикарный дом с туалетом в другом месте? Я построила вот мой шикарный дом. Там туалет есть? Нет. А это правда, что где-то здесь часть там. праха твоей мамы? Вон там, на Альпийской горке. И когда мы выбирали место, а мама завещала, что ее прах должен быть развеян на даче, ну, здесь, в деревне. И мы когда думали, в каком месте, папа сказал однозначно, девочки, вот где Альпийская горка, потому что волей-неволей вы будете за ней ухаживать, она никогда не зарастет. И это правда, я каждый год тут подсаживаю, мама любила такие низкие, такие стелящиеся растения, вот тут так, вот они все. А тебя как-то политически подковывали дома? Меня не подковывали. Предполагалось, что я должна подковываться сама, потому что, знаешь, детство в деревне Никитина – это запах жарящихся оладышков, шкварчит вот это вот на сковородке масло, ты лежишь, подтягиваешься, слышишь еще 2 звука, кроме скворчащих оладышков. Дрова трещат в печке. И следующий звук – это радио «Свобода». Бесконечно, значит, папа ловит «Голос Америки» и «Радио Свободы», и вот это вот движение на радиоприемничке, когда тебе нужно уловить волну, и что такое глушат, точка, где вот лучше ловит. И любой прием пищи, он всегда был через вот этот треск радио. То есть предполагалось, что я формируюсь. Но, к сожалению, я фантастически политически безграмотна. Или к счастью. У тебя не было никогда мысли о том, чтобы когда-нибудь свалить и жить здесь? Ну, было, конечно. Во-первых, совсем в юности у меня была любовь, одна из первых тут. И, конечно, я считала, что мы будем жить здесь, у нас будет своя ферма, фигерма. Да, думаю, что если дожить до старости и если дожить до пенсии, то хотелось бы. Но все-таки пока есть силы и хочется что-то менять и делать, из Москвы сподручнее, совершенно точно. Сейчас, погодите. Поехали? Спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. Как трудно, когда нельзя понять. Тут. Еще подойти? Да? Сейчас это центр села такой, знаешь, Дом милосердия, хоспис, центр села. Все, кто здесь работает, все местные, никто не ездит. Мы здесь создали 30 с лишним рабочих мест. Это немножко рассказывает о демографической ситуации в России. Если центр жизни – это хоспис. Да, ну чем мы закончим? Закончим тем, что те, кто здесь работают, сами станут пациентами, а за ними ухаживать будет уже некому. У вас здесь уже родился ребеночек в хосписе, и ты стала его крестной мамой. Да, родился у Анастасии Юрьевны и у директора Алексея Александровича, у Насти с Алешей родился 3-й ребенок. И они не единственная семья в Поречье, которая сейчас думает про то, что отсюда не надо уезжать. Стой! Ой, как ей нравится. Упирается там вовсю. Упирается там вовсю, вообще упирается. Она не Николаевна, так вообще красота прыгает. Ну. А сейчас вот за что держите? За лапку. Да. Маленькие пяточки розовые. Ты маленькая Нюточка. Ой, слава богу, назвали Нюта. Если хватит сил, то очень хочется здесь сделать хорошую школу,
и сделать так, чтобы Дом милосердия не был единственным рабочим местом. И люди, которые едут на Ярославском шоссе, они теперь могут видеть издалека колокольню. Мы подсветили колокольню, мы поставили фонари. Ее видно теперь с Ярославского шоссе, потому что это белый колосс, огромный, высокий и кружевной. Она кружевная, прям прозрачная. Когда ее первый раз подсветили, что здесь происходило в селе, ты себе не представляешь. Люди выходили на улицу, шли, крестились, молились на этот свет. Это невероятно совершенно было что-то. Сюда приехала уже как человек, который соображает, как устроена паллиативная помощь. Я сюда приехала уже как общественник. Люди, которые работали в этом доме сестринского ухода. Что должно произойти вообще с человеком? Наверное, слово «расчеловечивание» – это слишком сильно, но все равно что-то происходит. Это термин, который я стала просто ежедневно использовать в последние... Ведь это же люди, которые живут здесь, в Поречье. Здесь, в Поречье, умирают те, кого они видели на улицах. Это небольшое село. И они каждый день входят в здание, где воняет мочой. Что происходит с их психикой? Они наверняка пришли сюда другими. В нашей деревне Никитино-Троицкая умирала бабушка Анастасия Михайловна Степанова. Умирала от старости. У нее 2 дочери. Одна дочь здесь недалеко в селе Никольское, другая дочь в Волгограде. Анастасии Михайловне за 90, дочерям за 70. Та, которая в Волгограде приехала помочь своей старшей сестре Нине ухаживать за мамой. Маму из Никитина, где даже воды нет, перевезли в Никольское. И я вызвалась помочь, приехать из Москвы, привезти там памперсы, пеленки, стульчак, что понадобится, если будут пролежни. И я приезжаю в деревенский дом в селе Никольское, где лежат тканые дорожки, где на кроватях подзоры кружевные, где та кровать, на которой спит дочь, там таким треугольником стоит подушка, и на подушке тоже кружевная накидка. И дальше за занавеску проходишь в большую комнату, где печь и лежанка, и там на сложенном диване книжки, вот на этой узкой части лежит маленькая бабушка в белом платочке, на белой простыне с подзором. И я сразу, надо, чтобы рядом стоял стул, на стуле хотя бы колокольчик или чашка с ложкой, знаешь, постучать, позвать. Ну, они меня сажают за стол, гости из Москвы приехала, это все, работа все потом. И мы, когда сидим за столом, ей не нужен был ни колокольчик, ни чашка с ложкой. Она голову поворачивала, и кто-нибудь из девочек за 70 вскакивал и бежал туда. Вот это минимальное ее движение, какие пролежни. Там точно так же сложно стирать, как и в деревне, да, ну как-то холодная вода есть, но это белые простыни, это ухоженная бабушка, и это русская традиция, уход за своим стариком. И вторая история параллельно, это происходит в эти же дни. Мне из Петровска, это тоже тут недалеко, звонят люди, что, значит, умирает муж, у него там болевой синдром, жуткие какие-то раны, пролежни, нужна помощь. Я приезжаю туда, женщина лет 40 с чем-то, дочь у нее 15, например, лет. Простецкая такая семья. Там такой запах распадающейся опухоли, у мужика рак гортани, ну, пивший, очевидно. Тут распад, все это гниет, пахнет. Простыни с желтыми пятнами, подтекшими. Трудно находиться в комнате, и такое неприятие этого человека и от жены, и от дочери. То есть они на него сердятся за то, что он умирает? Нет. Это семья, в которой нет и не было любви никакой. Никогда. Он ее бил, он всю жизнь пил. Вот сейчас он умирает от рака. Ну, жил как собака и подыхай как собака. Но если кто-то считает, что тебе можно как-то помочь, это будем не мы. Вот в какой момент это происходит? Когда любви нету никакой, нигде. Мы вернемся сначала. Люди каждый день входили в дом, который пах мочой. И это была их работа, и их ничего не смущало. Ничего не смущало, они пришли в такое. Но, понимаешь, изначально люди другие.
изначально мы все рождаемся хорошими, добрыми. Когда мы маленькие, нас любят. Не любит папа, любит мама. Не любят одни, бабушка с дедушкой любят другие. Я все время думаю, какая несправедливость, что человек не помнит первый год, 2, 3 своей жизни. Почему мы начинаем себя помнить с происшествий, таких, знаешь, резких каких-то событий в жизни, не с вот этого: ты мой, у кого такая попка, а у кого такие щечки, а кто у нас такой милый. И вот рождаются все в этом. А потом кто-то живет в семье с традициями, с любовью, с отношением. Кто-то живет, мать пила, отец пил, бил, насиловал, работы нет, денег нет, на улицу выходишь, там заплевано. Но на какую любовь можно рассчитывать, если ты ее не видел, не получал, и вот этот первый год своей жизни ты не помнишь совершенно? И понимаешь, почему я убеждена, что все люди рождаются прекрасными? Потому что часть сотрудников здесь осталась те же. Даже нельзя сказать, перевоспитались, ничего подобного. То есть можно быть черствым и равнодушным, а потом вдруг сделаться сострадающим. Но люди не черствые, не равнодушные. Они просто покрыты вот этой коркой, псориатическими бляшками, которые надо... А потом ты снимаешь с себя эту коросту, как и да, чистый, как младенец? Да, и ты там с розовой попой, да. Ты прям в это веришь? Что значит верю? Нет, я это знаю. Вот понимаешь, у нас людей не учат быть хорошими. Людей учат быть воспитанными, людей учат быть образованными. А что такое хорошо и что такое плохо, ограничивается одним стихотворением. Все. И когда ты человеку говоришь: слушай, хорошо вот так, и мы тебе разрешаем делать так, как хорошо, то дальше вот это прекрасно. А что, так можно было? Это же так кайфово быть хорошим. Петрушка, укроп. Укроп, вот там душица, мята, вот там земляника. Если ты трогаешь и что-то сорвешь, и если ты, например, с деменцией, бабушка, сунешь себе в рот, то ты можешь это есть все. И плюс это все пахнет и на ощупь разное, и они такой высоты, потому что если выезжают гулять, например, на инвалидном кресле, то это на уровне. Ты можешь сама сажать, можешь сама полоть. Здесь люди все деревенские. Почему человеку, который находится, в общем, у последней черты, важно иметь возможность ходить гулять? Человек – социальное животное. Ему важно все: гулять, есть за столом со всеми вместе, встречать гостей, отмечать день рождения. Твои критики обвиняют тебя очень часто в том, что ты устраиваешь из смерти и вот из подготовки к смерти что-то наподобие перформанса. Ты разрешаешь людям курить, выпивать, ходить гулять. Во-первых, подготовки к смерти нет. Что такое подготовка к смерти? Мне так интересно. Я бы посмотрела хоть на кого-то, кто готовился и подготовился. Это не выпускной вечер. И чем больше инструкций человек оставил, тем комфортнее и спокойнее чувствуют себя те, кто остался. Они знают, кого им пригласить, кому позвонить, какую найти одежду. Они не спорят, кремация или похороны. Вот это надо готовить заранее. А к остальному не подготовишься. Ты выступала с критикой того, что в паллиативные учреждения приходят священники, которые начинают всех соборовать, исповедовать и так далее. Конечно, потому что каждый человек индивидуален. Кому-то это нужно, кому-то не нужно. Кому-то не нужен священник, кому-то нужен мулла, кому-то никто не нужен. Кому-то нужны родственники, кому-то нужны друзья, а кто-то хочет быть один. У вас в одной из палат висит абсолютно фривольная картина голой девушки с голой попой. С такой прекрасной попой. Был пациент местный. К нему сначала ходили на дом. Но дома за ним некому было ухаживать, и он очень уже был в таком запущенном состоянии. И запах, и пролежни, и голодный. Госпитализировали сюда на время, а домой хочет все равно. Оказалось, что он так хочет домой, потому что дома картина, которая ему нужна. Он без этой картины не готов находиться на больничной койке в Доме милосердия. Что за картина? Кто-то из медсестер, кто работает на выездной службе, проходя мимо, сказал: ой, у него там женщина голая на стене. В общем, привезли эту картину, Олеся ее взяла, отмыла всю раму, попу, грудь, все вымыла, как положено. И все, он остался. Он, понимаешь, ничего мы не превращаем в балаган. Человек живет столько, сколько он живет. У меня папа умер в реанимации. Хотя очень все было паллиативно последние дни и в окружении родственников и так далее. Но одна из последних вещей, которые он сказал, лежа с маской кислородной на лице, он так смотрел на медсестер и сказал: слушай, Нютка, а тут у медсестер жопа-то лучше, чем у твоих в хосписе. Понимаешь, ему 85 лет, он умирает в отделении реанимации и знает, что умирает, знает, что это его почти последние сутки. Есть такое выражение «спагетти-синдром».
когда человек умирает в реанимации, и он весь увешан капельницами, всякими датчиками, тут у него пикает давление, меряют, здесь у него кардиограмма снимается, здесь у него искусственное питание. И на самом деле, если человека спрашивать, как он хотел бы уходить из жизни, никто не хочет уходить так. Все хотят смотреть на любимую картину, смотреть свою передачу по телевизору, гладить свою любимую собаку. Все хотят дома. Если уж человеку не повезло, и он не дома, значит, мы должны сделать все как дома. Так, это Аккуратно заходи. палаты царские. Ну, у вас тут все обито. То есть это что специально для таких, как бережем головы. Это же такие толстенные стены, как, я не знаю, как в Кремле. Это сводчатый подвал. И вот эта кладка, которая начала XIX века, она еще нас переживет. И, конечно, сейчас это подвальное помещение, а тогда это было вполне жилое помещение, это была кухня. Вот там вот видны остатки печки. Видишь? Это у купцов была кухней. Да-да-да. А у Устиновых это была кухня, и здесь прислуга была. Это было место для прислуги. А что здесь было, когда ты пришла? Ой, ужасно. Это была мертвяцкая. У нас была умиральная, вот там. Где бухгалтерия сейчас? Где сейчас бухгалтерия, да. Вот. А здесь спускали сюда трупы. И вот в этом холодном, сыром, мрачном, с крысами тогда подвале, это ужасно совершенно. И, собственно, вот в мой первый приезд здесь было тело. И что здесь будет теперь? То есть зимой Это здесь будет просто тепло? складское помещение для того, что не горит, то есть что не опасно и можно здесь хранить. Вот коляски, например, когда они не используются. Но меня больше всего поражает, конечно, сам потолок. Когда ты тут стоишь, ты понимаешь, насколько это все качественно и насколько никаких рисков нету. За стены очень спокойно. Спокойно и за людей, и за стены нас перестоят. Вот отношение местных жителей к Дому Милосердия вот такое. Это местные тащат? Конечно, это тащат местные со своих огородов. Тащат, дарят. Сколько ты себя вложила-то? Вот своих личных и мужа, наверное, больше 2 миллионов, я думаю. А что тебе дома сказали? Ну, Илья привык, что я ебанутая, как бы, и что лучше не противостоять. Он говорил только одно, что раньше ты ездила в деревню отдыхать, а теперь ты ездишь в деревню на работу в Поречье. И ты угробила себе место отдыха. И это так было 1,5 года. Я 1,5 года каждые выходные приезжала сюда, проводила здесь выходные, обучала персонал, мы тут меняли, ремонтировали. Ты здесь встречала Новый год? Слушай, я сюда Путина должна была привезти, который не приехал. Это менее важно. Ты здесь встречала Новый год, который семейный праздник. Новый год со своими детьми и с собакой. Я хотела показать персоналу, как должен проходить Новый год у людей, у которых нет дома. Что должна делать дежурная смена. Рассказывать это по телефону – это бесполезно. Поэтому я приехала, мы здесь сделали крутецкий Новый год, мы сделали на улице фейерверк. Но я не могу сказать, что моя семья была счастлива, но они готовы были потерпеть. Мишка дарил подарки всем. Вот, собака воровала колбасу со стола, естественно. Илья с Левой в большей степени терпели. Что такое детство? Для меня это такая мощная, огромная бетонная платформа, на которой я стою и не шатаем абсолютно. Это запас на всю жизнь или сил, или комплексов и проблем. Вот в моем случае запас любви, сил, всего. Кто пирожки пек? Пирожки пекли тут на кухне, я думаю. У нас была очень хорошая история с пирогами, когда мы тут ждали Путина. А он, черт, опять про Путина. Да, а он не сумел приехать из-за жуткой совершенно пурги, прилететь, вертолет не сумел. Ты сейчас скажешь, из-за пробки. Нет, была жуткая пурга, и вертолет не смог вылететь из Ярославля сюда. Хотя все тут уже было готово. И мне было очень важно, чтобы именно сюда, не в московский хоспис, а вот в маленький, региональный, неотремонтированный, бедный, чтобы было понятно, что паллиативная помощь – это не стройки, не ремонты, не пластиковые окна, не бесконечные деньги, вложенные в покупку какого-то дорогущего оборудования, что хоспис – это люди. Вот эти люди запирали сначала там умирающих, а теперь эти же люди, которым просто рассказали, что такое хорошо и что такое плохо, показали, позволили и для их труда создали нормальные условия, эти же люди вот сделали из этого то учреждение, в котором мы сейчас находимся. И вот неделю, пока мы тут приводили в порядок, в ускоренном режиме вешали шторки, то все, я на кухне сказала: каждый день пеките пироги с яблокой и корицами, каждый день. И ты знаешь, вот эти стены пропахли
домашней кухней, тестом, пирогами. В результате президент сюда не приехал, я поехала на встречу с ним, что невероятная удача, потому что он бы приехал под камеры, прошел бы за 20 минут и вышел. И в новостях вышел бы какой-нибудь сюжетик. А так у нас был почти час тет-а-тетного разговора, и сюда приехали на несколько часов Голикова и Кириенко. Приехали все уставшие, голодные, злые, и страшно. Ну, ты едешь вообще неизвестно куда. Проехал эту тогда еще мрачную колокольню, значит, деревенские местные жители, которые ждали кортеж президента, а тут кортеж не президента, они уже приготовили там кучу вопросов, сейчас вот они это будут решать, и вот надо было прорваться через этих людей, и после того, как они посмотрели, как эти люди живут, и тут потолок обрушается, тут еще что-то, и вот после всего этого кошмара им еще и в Дом милосердия, где умирают люди. И они приходят, так открывает Кириенко дверь, пирогами с яблоками пахнет, и все. Был хотя бы раз, когда ты себе представляла, если бы мама сюда пришла, что бы она сказала? Да, конечно. Постоянно. Я думаю, что каждый раз, когда я сюда прихожу, я не могу найти ответ на вопрос, что она бы сказала, но она бы была просто очень впечатлена. Я сюда привозила лучших учителей и лекторов со всего мира. Здесь была одна медицинская сестра из Швейцарии. И она сказала: в мире есть 4 места, где я сама готова была бы умереть, и мне было бы не страшно умирать. И вот это, и вот мы здесь сидели здесь с ней, тоже пили чай с пирожками. И я думаю, неужели она сейчас скажет, это 5-е? И она говорит, это 4-е. Это место, у которого нет истории маминой. То есть хоспис первый московский, мамой учрежденный, там была какая задача? Не испортить. Центр паллиативной помощи, который я возглавила, это работа на постоянном преодолении и протесте, где нужно было ломать. И созидание происходило на фоне бесконечной борьбы. Первый же день повесила объявление, что у нас разрешены посещения, круглосуточно разрешены посещения с детьми, вся наша помощь бесплатна, пожалуйста, не предлагайте персоналу денег, персонал получает за свою работу достойную зарплату, мы рады быть вам полезны в сложной жизненной ситуации. С уважением, директор Анна Константиновна Федермессер. И эти объявления срывались персоналом. На утренних конференциях я говорила, ребят, я директор, у меня хороший принтер в кабинете, и есть бумага, и еще есть средства благотворительного фонда «Вера». Поверьте, я напечатаю достаточно объявлений. Вот вы будете срывать, а я вешать. И у меня ты больше. борзая все-таки. Борзая, да. У меня там был такой демарш, когда 40 человек пришли в один день с заявлениями об уходе, типа мы уходим. У меня сердце упало, лежало где-то от меня отдельно. Я стала вот так глядеть и подписывать. Одно за другим. А у них такие лица... Как? Сейчас все подпишут. Они эти объявления себе, я себе. Да ладно? Конечно. Потому что никто не думает, что 46, знаешь, вся смена. Но что происходит внутри в этой ситуации? И ты думаешь, кто у меня будет ночью дежурить? Так, куда звонить? Что делать? Help. Я, конечно, их всех к ядрене фени. Не останется ни один человек, который пришел и сказал, что я не буду работать по этим новым правилам. Такие люди тут не останутся. И большая часть из них ушла потом. Кто-то остался. Нет. Что ты поняла про Россию и про русский народ с того момента, как ты стала проводить здесь времени не в дачном режиме, а в рабочем? Ничего не поняла. Я думаю, что все, что было понятно, растаяло. Я сказала бы, что я очень много узнала за последние 2,5 года. И это не только по речи, может быть, не столько по речи, сколько вообще вот эта кочевая жизнь по России, по глубинке с проектом «Регион заботы». Тяжелейшее впечатление, жуткое от народа, и потрясающее от конкретного человека. И у меня это не складывается. Я не понимаю, как это происходит. Как из таких людей складывается такое тяжелое общество?
Но при этом ты не видишь противоречия в том, что ты говоришь про регион заботы, с которым ты едешь по России и, в общем-то, исправляешь ситуацию. Но регион заботы – это проект Народного фронта, который, в свою очередь, проект «Единая Россия», который, в свою очередь, собственно, опоясала всю страну уже много лет тому назад. И которая, в свою очередь, является одной из причин того, что происходит в государстве. Вот ты этого противоречия не видишь? Противоречия я как раз в этом не вижу. А в чем здесь противоречие? Как любому человеку хочется и важно быть хорошим, так и любая система должна иметь дело, иметь что-то в загашнике, на что она сможет купить индульгенцию себе. Раковая опухоль сама себя не вылечит. Но она себя не лечит, слушай. Ну и вообще регион заботы – это не то, что должно лечить ОНФ. Знаешь, что в малых дозах яд – это лекарство, да? Вот в любой структуре, в любой системе, в любом событии, на самом деле, однозначного ничего нет, везде есть и плохое, и хорошее. В ОНФ есть масса возможностей, которые я использую для того, чтобы… А он тебя не смущает? Когда мне сказали, что у меня будет открытый выход на губернаторов и свободный доступ в учреждения, я… поняла, что вот это крутое искушение, ни на полграмма не пожалела, ни минуты. То есть тот объем знаний, который я получила благодаря работе в последние 2,5 года, это очень тяжело. Я практически сошла с ума в человеческом смысле. Я не знала, что столько вообще можно впитать человеческой боли и горя. Вот сколько в меня... Ну, знаешь, как будто, наверное, нельзя так говорить, но вот как будто бы я свидетель Холокоста. Свидетель, понимаешь? Ты имеешь в виду свое как бы, так, путешествие длинное Да. по России, где ты жила в ПНИ, ночевала там, бывала там много, общалась? Но это же не только ПНИ, это дома престарелых, психоневрологические интернаты, дома милосердия, отделения сестринского ухода, хосписы, отделения паллиативной помощи, детские дома. Так, чтобы прямо жить в учреждении, это было всего один раз. Но находиться в учреждении длительное время и осуществлять такое глубинное погружение и анализ того, что там происходит, это в каждом. То есть никакая проверка, никакой Росздравнадзор, никакой Роспотребнадзор, никакая прокуратура, никто никогда не смотрит так глубоко, как смотрел и смотрит, и продолжит смотреть персонал региона заботы. Потому что мы не смотрим на бумаги, мы совмещаем документы с человеком. Я понимаю, откуда берется бравая статистика. Я понимаю, откуда рождается вот это вот все. На социальную защиту в нашей стране в этом году потрачено на столько-то рублей больше, чем в предыдущем. Я понимаю, куда ухаются эти деньги. И где они даже не разворовываются, это еще ладно. А где они просто смываются в унитаз. Это гораздо хуже, чем разворовываются. Я понимаю и четко знаю, в каких точках надо что и как надо менять. Тебе не кажется это противоречие, что одной рукой государство хорошо финансирует ОНФ, другой рукой государство финансирует систему? Наверное, государство называет это системой сдержек и противовесов, а я называю это использованием подвернувшихся мне возможностей. В последнее время власть, теряющая популярность стремительно, активно использует самых энергичных, самых деятельных и самых результативных людей из благотворительности для поддержания. Используйте меня, пожалуйста. Тебя используют. Используйте еще, мало используйте, я еще хочу. Тебя это не пугает репутационно? Нет. Меня пугает только, что я с чем-то не справлюсь и что-то не успею сделать, что хочу. Я считаю, что меня мало используют. Это использование и ваш, назовем это, контракт с властью. Хотя это не про деньги, но это контракт, да? Они тебя используют, а ты получаешь возможность... Ты не считаешь, что я тоже их использую? Ни у кого не хватит способности на то, чтобы их использовать. Ты знаешь, мне когда-то очень большой... Потому что они по беспределу очень часто друг работают. Родителей, семьи, для меня учитель Анатолий Борисович Чубайс, когда я к нему пришла в сложной ситуации, он говорит: батенька, да вы не умеете проигрывать. Он говорит: а надо учиться, ты их не переиграешь, нет. Я делаю свою работу. Это рациональный подход к тому, чтобы решать проблему тех людей, у которых нет времени ждать, пока какая-то власть где-то сменится, изменится, отстоится, стабилизируется. Вот пройдись здесь по палатам. Кому здесь какое дело до того, кто губернатор Ярославской области? Никому никакого.
я не считаю ни неправильным поступком, ни ошибкой, даже не считаю расчетом грамотным то, что я стала членом ОНФ. Это использование шанса, который у меня появился этот шанс. И я его использовала, использую и надеюсь еще поиспользовать хотя бы пару лет на благо тех людей, которым это нужно. Я не обманываю себя, я хочу, чтобы это было понятно. Ты не обманываешь себя? Нет, я не обманываю себя. Ну, ты же не знаешь, когда ты себя обманываешь. Может, ты случайно себя обманываешь. Знаешь, это маленькая, черненькая и все время спит. Знаешь, совесть портработника. Вот у меня все хорошо с совестью. Она вообще, сука, не спит никогда. То есть все плохо с ней. Она вообще не спит, зараза такая. Она все время меня гложет. И она все время про то, что я не успеваю, делаю мало, не дорабатываю, я поверхностная, я недостаточно профессионально, я вот тут ошиблась и так далее. Она нигде, ни в каком месте не говорит: слушай, ты не с теми людьми делаешь это дело. Я чувствую себя недоиспользованной. Используйте меня больше, пока у меня есть эти силы. А тебе эта совесть не рассказывает о том, что, Нют, если вдруг случится так, что эти парни из власти перестанут с тобой дружить, а проблемы останутся, то раньше ты могла обратиться к журналистам. Ну и сейчас смогу, что мне помешает. А тебе совесть не рассказывает о том, что больше журналистов, к которым ты могла бы обратиться, нет, их СМИ, их больше нет. Они все... Мы работали в коллаборации с «Медузой». «Медуза» – нежелательный агент. Куча СМИ теперь иностранные агенты. Людей систему. Куча СМИ иностранные агенты. Но журналисты не иностранные агенты. 18 журналистов иностранные агенты. Они признаны официально. Люди физически? Люди физически. Половина из них обыски, половина покинула родину. Жопа. Что должна совершить власть, чтобы ты категорически перестала с ней сотрудничать? Для того, чтобы я потеряла возможность это делать, наверное, меня надо выдворить из страны и запретить мне. И то, понимаешь, можно продолжать вопить даже из другого государства, просто тебя будет хуже слышно. Все ужасное уже сделано. И я продолжаю, я, мягко говоря, недовольна тем, что написано в нашей нынешней Конституции. Что, я должна развернуться и уехать? Нет. На моем веку второй раз она меняется. Вот это вот незыблемый документ, ётить, меняется второй раз. Критическим совершенно образом. Третий поменяем. Ничего страшного. Часто ли ты слышишь упреки в том, постоянно, что ты сотрудничаешь, собственно, с системой, которая породила вот эти вот и детские дома? Коллаборационист. Да, ты коллаборационист? А что такое коллаборационист? Который вступает в отношения или союзы с несимпатичными ему. А Даниэль Штайн, переводчик, коллаборационист. Вот хоспис научил одной очень простой вещи. На хосписной койке разделение между людьми заканчивается. Его нет. Люди, которые оказываются в хосписе, люди, которые оказываются в ПНИ, это в том числе те люди, которые сегодня у власти. Понимаешь, это те же самые люди. Ну почему пациент хосписа должен вызывать у меня симпатию и уважение, а этот же пациент хосписа до того, как он таковым стал, должен вызывать у меня только омерзение и раздражение? Ну, да потому нет, что конечно. у него есть пока что силы не то что за себя постоять, а поставить раком всех тех, кому он относится как к неблагонадежным. Посадить в тюрьму, выгнать из страны, все что угодно. Я на любого человека уже много лет смотрю просто как на пациента. Человек, облеченный властью, привыкший очень быстро принимать решения, мало советоваться. Я на него смотрю и думаю, как же тебе будет тяжело быть больным и беспомощным? Как же ты будешь воспринимать людей, которые тебе будут подносить судно? Не стакан воды не хочется, а судно, поссать, понимаешь? То, без чего ты не обойдешься. Как же тебе, бедняги, будет, блин, и мне так жалко их. Потому что чем человек сильнее, чем ты больше командир, тем страшнее беспомощность, которая тебя настигнет в старости. 2019 год, Мосгордума, ты идешь участвовать в выборах. Это ты сама хочешь участвовать в выборах? Изначально мне даже в голову бы такое не пришло. Но мне предложили избраться. Кто предложил?
московские власти. И я говорила, зачем мне это нужно-то, боже мой. Ну, Московская дума совершенно беспомощный, импотентный, какой-то непонятный орган. Зачем туда? Ну вот мы хотим сделать ее... Патентом. Да, не импотентной. И если пойдут такие люди, как вы, она таковой станет. Я говорю, хорошо, зачем мне это? Я не хочу заниматься реставрацией Думы, я хочу заниматься паллиативной помощью. Ну вот, вам это поможет. Паллиативной помощи. Да, я никак не видела, как мне это поможет, но я уже очень много занималась регионами. Очень много. И в регионах ЗАГС-собрание – это не Москва. ЗАГС-собрания огромную играют роль и в политической, и в общественной, и в экономической жизни многих регионов. Я подумала, что если я хочу понять, как работает система власти, то это было бы, наверное, неплохо. В конце концов, это временная история, 4 года, по-моему, пролетит. Пролетит, не замечу. Ты отдавала себе отчет, что вообще работа депутата – это адовая работа? Ну, по-хорошему. Да нет, я отдавала себе отчет в том, за что я берусь. Я бы, наверное, даже 1/100 не стала бы делать того, что я делаю. Я вообще не понимала, что означает политика – это грязь, выборы – это грязь. Что Твой такое? пост, когда ты сняла свою кандидатуру, начинался со слов: «Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике – это грязь. Но я не думала, что до такой степени». Что ты имела в виду, когда это писала? Я не предполагала, что мне придется бороться за право быть первой. Мне совершенно не нужно быть первой. Мне никогда вообще соревнования... То есть, в смысле это бороться? не Это моё. выборы. Ну, я не понимала. Вот. А при чем здесь грязь? Ну, потому что никаких достойных методов борьбы не предлагалось. Мне предлагалось только бесконечно льющийся на меня поток гадостей от возмущенной общественности либеральной, потому что предатель. Это было связано с тем, что вы баллотировали с Любовью Соболь в одном округе. Вот, между прочим, и это, наверное, единственное, где я могу предъявить претензию, был такой слух, что я буду в одном округе с Любовью Соболь. Я нашла ее телефон, я ей позвонила. Она и не подтвердила, и не отрицала, что она будет в Хамовниках, потому что она тогда еще официально не подала документы. И, видимо, не очень хотела про это говорить. Для меня было важно, чтобы не было вот этого столкновения Нюта и Соболь. Мне оно было не нужно. И, в общем, зачем в какую-то не свою игру вступать. При этом то, что я шла от округа Хамовники, совершенно естественно. Я там живу, я там зарегистрирована, там хоспис. Что я должна от Бирюлева, где я даже не ориентируюсь, выдвигаться. На тот момент, когда я сказала, да, ок, я пробую, и я постараюсь использовать этот опыт, чтобы потом мне в регионах проще работалось, я была уверена, что Соболь будет в другом округе. И для меня это было очень неприятной историей, когда она оказалась в этом же округе. Но, опять же, мне казалось, что если уж с кем и возможно договориться о честной работе, так это с ней. И вот то, что это оказалось невозможно, вот это для меня просто была какая-то такая пощечина невероятная. Фу! Это было отвратительно, что с той стороны начались такие псевдоубеждающие, псевдодобродушные, псевдодемократичные тексты в мой адрес, что одумайтесь, что же вы делаете. Это, знаешь, такое психологическое давление хуже, чем физическое насилие. И я поняла, ё-моё, погодите, я собиралась изучить, как работает система власти. Я ни в какой момент времени не собиралась вступать в соревнование, которое мне надо выиграть. Я не способна соревноваться. Я, мягко говоря, не спортивный человек, ненавижу спорт и все, что с ним связано. Я не азартна вообще. Это выбор, еще раз тебе говорю. Слушай, я имею право быть дурой? Да. Ну вот спасибо, я была дурой, потому что я шла в историю, где я неизбежно выиграю в выборах, потому что у людей не будет альтернативы в этом округе. И когда бороться нужно за права пациентов, я это понимаю. Когда бороться нужно за права слабых, уязвимых, каких хочешь, я это все понимаю. Но когда надо бороться за саму себя,
У меня совершенно это не получается. Мне тут же нужно, где вот эта вот мамина рука, папина, товарищи, где вы? И тут на тебя обрушивается вот этот шквал. Я считаю, что тот факт, что я вышла с выборов, это, наверное, самый... Тебя уговаривали остаться? Нет, пожалуй, не очень. Или было бессмысленно? Это было бессмысленно. И когда человек жестко говорит «нет», то всем понятно, что за этим «нету» не может быть никакого... А может, все-таки попробуем? Жесткое «нет» – это, наверное, самое сильное, чем человек может, самое сильное оружие вообще. Это самый грамотный мой поступок во взаимодействии с властью. У меня в жизни много было тяжелого, и там потери родителей, и рождение Мишки, когда он долго болел, и мы не знали, выживет или не выживет, и всякие разные были вещи. Но 19-й год – это самый тяжелый год в моей жизни, потому что он меня ломал. Это счастье, что я не сломалась, но я надломилась. Ты в диссидентской семье, мы сидим в диссидентской деревне там, и так далее. Во многом есть твой разлом с этими людьми, которые приняли участие в травле, потому что они считают, что уж там мы никогда с ними не будем сотрудничать. Это как? Они не будут сотрудничать, а я буду из-за них посотрудничаю. Чтобы они, не дай бог, когда будут нуждаться в помощи или их родственники, чтобы им не пришлось ждать смены власти, чтобы получить помощь. Насколько важно встать на сторону того, кого ты любишь, даже если он не прав? Важно. То есть вообще без условий. А справедливость? Что такое справедливость? Справедливость у каждого своя. Она не бывает объективной, да, она всегда субъективная. Но если ты человека любишь, то ты за него горой стеной. Если он не прав, ты можешь ему сказать, что он не прав, но ты все равно за него. Ты его простил, ты его понял. Простил, главное. Ты легко прощаешь? Как выяснилось, я не очень легко люблю, как стало ясно с годами. Я не забываю, но прощаю, наверное, да. Выводы делаю, по крайней мере. В общем, прощаю, но так на ус стараюсь мотать. Раньше не умела обижаться, а сейчас я умею обижаться. А как ты обижаешься? Долго соображаю и понимаю, что, черт, это меня обидели. То есть, чтобы это понять, мне нужно время какое-то, не сразу. Но стараюсь обходить стороной того, кто меня обидел. Очень стала более ранимая с возрастом. Не менее, а более. Ты знакома с таким понятием, как депрессия? Познакомилась, к сожалению, видимо, да. У этого был триггер или это... Да, был триггер, конечно. Какой? Травля, которая последняя волна, связанная с больницей, созданием больницы, которую передавали Центру паллиативной помощи. Про которую считалось, что ты ее отжала? Да. Потому что ты сама употребила это слово, и тебе его вернули? Наоборот, это слово было употреблено, что московское правительство отжимает больницу у города. И я, как идиот, сказала: алло, почему отжимает больницу у города? Это я отжимаю. Я город, я пациент, я больница. И просто здание переходит из одного медицинского учреждения в ведение другого медицинского учреждения. В социальных сетях ирония не считывается, никто этой иронии не считал. И действительно прицепились к этому слову. И поскольку это был, по-моему, тот же год, что и выборы в Мосгордуму, через пару месяцев. Это уже был какой-то хейтинг. Он был киберхейтинг? То есть он был только в интернете или он был... Нет. Очень разделились не виртуальные, реальные знакомые на людей, которые всегда тебя поддерживают, тебе верят и при этом вполне готовы спросить твоих объяснений: Нют, объясни, что происходит. И людей, которые, ничего не выясняя, быстро заняли позицию в лагере каком-то. Этого понять не могу. То есть я склонна все-таки видеть в людях хорошее и всегда искать объяснения поступкам. И если я их не понимаю, я спрошу. В чем была твоя ошибка коммуникационная? А я не считаю, честно говоря, что в данной ситуации в чем-то была моя ошибка. Я была в командировке, в далекой командировке, без связи практически. И бывает, когда важный звонок, он тебя находит всегда, даже без связи. И этот важный звонок в момент без связи случился. Позвонила Анастасия Владимировна Ракова
и сказала: Нют, я правильно помню, что вот это вот то, что нас сейчас обвиняют, что город отжимает больницу, я правильно помню, что договоренность, что она переходит к центру паллиативной помощи, не куда-то там. Я говорю: да, конечно. Она говорит: а вы можете об этом написать? Я говорю: да, не вопрос, хорошо. И вот я написала. То есть, если моя ошибка в том, что я написала с иронией, которая не считывается, но в 1000 других постов эта ирония считывалась. И это просто был как вторая волна цунами после этого хейтинга, связанного с Мосгордумой. Ошибка моя состояла в том, что я уже была обессилена и обесточена, и я не могла адекватно реагировать или игнорировать тот поток, который на меня лился. Просто не могла. Не было сил. И что с тобой было? Ну, я не очень хочу про это говорить, что со мной было. Но закончила я в больнице в тяжелом состоянии этот 19-й год. Внешне, снаружи это не было заметно? Нет, конечно. Я вообще не очень показываю обычно, что я чувствую, что я думаю. Что сейчас с этим отделением? Там идет капитальный ремонт. Совершенно потрясающе, очень классно заканчивается. Я думаю, что в 2022 году там откроются койки сестринского ухода. Эти койки стоят твоего нервного срыва? Да, конечно. То есть, вернись ситуация, ты бы все точно так же сделала? Нет, я бы адекватно ответила бы на тот шквал ненависти, который на меня вылился. У меня были бы силы сейчас, наверное, были бы силы разъяснить, что, ребят, вообще сложите 2 и 2, пожалуйста. А у меня не было тогда этих сил. У меня были только слезы, и когда близкие люди мне говорили: Нюта, не читай ничего, я вместо этого садилась и начинала зависать в телефоне и читать эти жуткие комментарии. Просто себя загоняла глубже в это состояние уничижения и слез. Это неконтролируемо. Не могу сказать, что я как-то рассуждала над тем, как себя надо вести. Но закончила плохо, да. Ты можешь... Спас меня, я считаю, Алексей Викторович Свет. Свет? Да. Это главный врач первой городской больницы. Угу. Как он тебя спас? Очевидно, нужна была профессиональная помощь. И вот эта вот привычка быть сильной, все решать самой, неумение о помощи просить, свойственное русскому человеку. В такой ситуации кто тебе может помочь? Тот, кто или такой же сильный, как ты, или сильнее тебя. Тот, кто тебя сможет вот так взять за шкирку, к себе притянуть и сказать: ну-ка уже расслабься давай. Или поплачь как следует, или вставай, иди. И вот он себя очень правильно повел, психологически очень правильно как-то себя со мной повел. Я себе разрешила побыть тряпкой какое-то время благодаря ему. Это полезно. Когда ты последний раз плакала? Позавчера. По поводу? Не скажу, по какому поводу. Но вообще реже, чем нужно, и реже, чем хотелось бы для психического здоровья, я плачу. У тебя рабочий день сколько длится? Бесконечность. У тебя выходных сколько бывает в неделю? Я сейчас стараюсь, чтобы у меня был один выходной, но прям полноценного выходного, чтобы это было 24 часа в сутки без работы, да, такого никогда не бывает. Как долго у тебя длился сейчас отпуск? Знаешь, 10 дней. Было, когда я ездила на Шантарские острова, на китов с потрясающей компанией, там был период вообще без связи. Ну, все, даже спутниковый телефон не работает, ничего не работает. Я писала там сама себе письма, чтобы их перечитывать, и я их перечитываю иногда. И там написано в том числе: оказывается, очень круто не быть начальником. Это приятно, когда тобой рулят другие люди. Оказывается, я могу жить без телефона и без интернета, и мне это даже нравится. Я там дала себе несколько таких смелых довольно обещаний, вот в том числе обязательные путешествия раз в году. Период такой тишины и ухода от всех внешних раздражителей. Это обязательный сейчас залог сохранения себя. Вот это я понимаю. И разрушаешься не от работы, а от ее количества. Работу я обожаю свою. Я не представляю себя без этой работы. И я абсолютно убеждена, что у нас очень многое получится в реформировании ПНИ. Но объем работы, конечно, ужас. Это влияет на семью. Ты испытываешь чувство вины перед детьми и мужем, часть жизни которых ты просто пропускаешь мимо. Да.
Каждый день. Да, перед детьми, прежде всего. И что они говорят по этому поводу? Они очень хорошие люди. Они по этому поводу ничего не говорят. Они терпят. Но это тяжелый для меня вопрос. Не хочу про это говорить вообще. С той стороны депрессии, какой можно дать совет людям, как определить у себя депрессию и что сделать в этот момент? Для меня это было очень несвойственное состояние, очень меня напугавшее, совершенно точно. Очень не хочу там снова оказаться, но мне было важно очень четко разделить все, что со мной происходит, на «хочу» и «не хочу». И не видеть тех, кого я не хочу видеть, не говорить с теми, с кем я не хочу говорить, не делать то, что я не хочу делать. Вот дать себе, позволить себе вот эту вот свободу, наконец, побыть собой, да, как ни странно, отойти от обязательств. Я думаю, что это очень индивидуально у всех людей проходит, наверное. Но я просто помню, что меня пугал любой контакт с внешним миром. Встать с кровати, взять, поднять телефон, ответить на звонок, сделать звонок. Это было немыслимое какое-то напряжение. Счастье, что это все длилось недолго. Единственное, что я, наверное, могу сказать людям, которые через это проходят или которым предстоит через это пройти, это говно обязательно закончится. Мне это было сказано близким человеком. И это важно. Работа во власти человека меняет? Вот характер Да, выковывает? конечно. И дома он тоже. Вот я ненавижу слово «подчиненные», ненавижу. Но в нашей стране сотрудники организации, именно в нашей стране, они подчиненные. Меня это выбешивает просто. С какой стати? Почему, если у вас есть начальник, почему вы подчиненный? Вы сотрудник. Это, понимаешь, это разные статусы. И вот это, когда ты окружен подчиненными людьми, это, конечно, меняет волей-неволей. Ну, когда эти люди подчиняются. И это ужасно совершенно. Когда ты говоришь, и с тобой не спорят. Нахрен это надо вообще? Вот система паллиативной помощи в Москве, которая сейчас централизованная и созданная, она потрясающе работает. И это нельзя говорить, что это моя заслуга, там, или мамина, или фонда «Вера». Это как бы совместная заслуга и властей московских, и Печатникова Леонида Михайловича, который позволил мне войти в эту систему, пригласил. И... Леонид Печатников – это бывший министр здравоохранения Москвы. Но он сначала недолго очень был министром здравоохранения Москвы, а потом он был на той должности, на которой сейчас Ракова. То есть он вице-мэр по социальным. Да. И Раковой тоже заслуга, потому что вот сестринские койки сейчас, это уже ее инициатива, и при ней это появляется. И вот эта вот система, она прекрасно работает. Но она прекрасно работает за счет того, что у меня заместители в Центре паллиативной помощи, каждый из них в своей сфере ярче, умнее, круче, талантливее в разы, чем я. Это я все время к ним обращаюсь и говорю: ребят, я не знаю, как делать, давайте расскажите, как правильно. То есть моя задача как руководителя получается только в ситуации спорного решения, как в «Что, где, когда». Знаешь, капитан команды... Алексей Блинов. Да, Нют Федермессер принимает решение, когда они все там уже и спорились, и заругались, и вот у них 3 версии, и я должна выбрать главную. Вот моя функция. Про тебя говорили, что ты один из немногих людей, которые приходят на совещание каких-нибудь министров, и ты не просто сидишь и киваешь, а ты человек, который может, во-первых, ответить, во-вторых, их осадить. Я просто говорю правду. Ну, и это очень легко. Все хотели бы говорить правду, но все почему-то помалкивают. Мне это очень легко делать, потому что я никогда не говорю правду за себя. За мной пациенты. Я уполномочена говорить от их имени. Вот, понимаешь, я уполномочена говорить от имени умирающих людей, неизлечимо больных людей. Сейчас потихонечку, и надеюсь, что я заслужу это право, это надо заслужить, чтобы быть уполномоченной, говорить от имени людей, замкнутых, запертых в застенках системы социальной защиты, системы социального унижения. И когда ты говоришь за слабого, это вообще не трудно произносить правду. Аппаратной игре ты научилась?
здесь нажать, здесь с этим поговорить, это как-то вот, и тогда... Мне кажется, что я не могу сказать, чтобы я этому училась, но мне один человек сказал: у вас есть политическая интуиция. Вот я поняла, что да, у меня есть политическая интуиция. Я понимаю, наверное, и делаю какие-то эти вещи, но это не шахматная партия. То есть я не разыгрываю эти шаги заранее в своей голове, но когда я что-то делаю, я так думаю: о, а это Пушкин, молодец. Твоя общественная и политическая жизнь началась уже после того, как твоих родителей не стало в живых. Ты сверяешь свою деятельность с тем, чтобы они могли сказать? Да, сверяю. Делаю это несколько раз в день. Вообще, у меня родители со мной. Вот я никак не пострадала моя вера со смертью родителей. Наоборот, укрепилась. Потому что и мама, и папа постоянно в моей жизни, почти каждый день я их вижу во сне. Иногда я от этого ужасно устаю. Я прям говорю: дайте мне уже скоро 50. Отстаньте от меня. Дайте жить спокойно. Сколько можно участвовать во всем. А с другой стороны, один раз мне приснился сон. Это было года через 2, наверное, после смерти мамы. Еще был папа, мне приснился сон, где она мне говорит: слушай, кончай ты меня звать, мне надоело. Дай мне, я умерла, дай мне спокойно отдохнуть от хосписных дел. Да хватит ладно? меня все время мучить. Да, был такой сон, она на берегу моря сидела и сказала мне: отстань. Причем я отстала. Как пару месяцев она не приходила ко мне во сне. Сверяюсь и, к огромному сожалению, очень четко знаю, когда мама бы была недовольна, что бы сказал папа. Когда? Ну, прежде всего, объемом работы. Не столько с кем я работаю и как, а с тем, сколько я работаю. А мама умудрялась оставаться, посвятив себя пациентам, она умудрялась оставаться потрясающей женой, прекрасной мамой, хозяйкой. Она звала и любила звать гостей. И даже в самом конце ее жизни стол, накрытый на 20 человек с запеченной осетриной, это совершенно нормальное явление. Она любила обновки, она знала все рестораны, она ходила на выставки, в театр. Я не знаю, сколько часов было в ее сутках, но она все это успевала делать. И первое, чем она была бы недовольна, это объем работы. Папа был бы недоволен тем, что я забываю про себя и про семью. Забывать про себя и про семью можно не только, когда ты очень много работаешь. Если говорить о каких-то политических вещах, я думаю, ну вот при том, что я хотела очень пойти в эту церковную школу, я точно так же хотела вступить в пионеры. Была председателем совета дружины в школе. И у нас была такая интрига однажды. Одна девочка должна была уехать или на несколько лет, или, может быть, даже навсегда в Индию со своей семьей. И закрутили одноклассницы интригу, что раз она уезжает, а она тоже хотела побыть председателем совета дружины, мы должны, значит, так устроить, чтобы Нюту сместить, а ту тоже звали и зовут Аня, а Аню устроить. Ну, в общем, они провернули эту интригу, меня сняли с этой общественной должности. Это, наверное, я думаю, 5-6 класс, то есть такой возраст, 11-12 лет. Я помню, что я иду домой, и я не помню, как я иду домой. То есть это была самая большая трагедия в моей жизни на тот момент. Что тебя сместили с государственной должности? Да. И мне навстречу идет учительница, и она говорит: Нюта, что случилось? Я говорю, что это так видно по мне. Она говорит: да, на тебе лица нет. То есть ты вот эта вот общественница, которая... Меня бесит общественный деятель, но я вот этот термин. Но вот эта спайка с властью тебе важна. Да, она которая бесила бы твою маму точно. Она бы не бесила маму, она бы ее, я бы сказала так, настораживала. И мама всегда смотрела на меня с определенным интересом. И она продолжала бы смотреть на это с недоуменным интересом. Но нет, не бесилась бы. Она была слишком мудрой, чтобы беситься от моих разнообразных поступков. Но мама была способна
оценивать результат. И мама была, с одной стороны, фантастически бескомпромиссна, а с другой стороны, для нее человек был важнее, чем его статусы. Она была бескомпромиссна в том, что касается уважения к человеку, его личности, его правам, там, свободе и т.д. Никогда она не позволила бы себе быть бесчестной в отношении кого-то. Но при этом она прекрасно общалась с Лужковым, когда он был мэром, и от него зависела судьба хосписов в Москве. Она общалась с Собчаком еще, когда он был мэром Питера, и от него во многом зависело развитие хосписного движения. Она, правда, с Чубайсом она была очень дружна вне зависимости от его должностей, позиций и так далее, но все-таки началась эта дружба, когда он был уже очень видным человеком на политической арене. Я не могу сказать, что маме были важны статусы. Нет, никогда не были важны статусы. Но я помню, насколько она умела быть по-настоящему благодарной. Вот когда... Помнишь, когда сместили Лужкова? Это было все ужасно некрасиво. И была такая формулировка «с утратой доверия». На утренней конференции мама пришла в хоспис. Утренняя конференция, медицинская организация, надо обсуждать пациентов. И она просто прочитала лекцию персоналу про то, сколько Лужков сделал для Москвы, как важна была его роль в становлении хосписной и паллиативной помощи. Она телеграмму отправила в мэрию с соболезнованиями и просила подписать сотрудников, если они хотят. Ну, естественно, главный врач сказал, они, конечно, хотели. Для нее это было совершенно естественно быть благодарной. Подожди, но твоя деятельность – это не история про благодарность, это история сотрудничества. Коллаборационистом тебя называют. Да. Просто я тебе к тому говорю, что мама, ее жизнь и работа пришлись на другое время в другой стране. И тогда человека, сотрудничающего с властью, демократическая либеральная общественность не назвала бы коллаборационистом, просто потому что это была другая власть и другая страна. Я просто думаю, что она и сейчас в определенном объеме сотрудничала бы. Нельзя было бы не сотрудничать. Но она уверена, так же, как и я, видела бы людей за статусом и за табличкой с золотыми буквами на двери, видела бы людей больше, чем должность. Я чувствую поддержку от родителей, несмотря на то, что их нет. И я чувствую огромное сочувствие. Они меня не осуждают, они меня жалеют, обнимают и ругаются, когда я делаю что-то в тактическом смысле не так, или на то, что я очень много работаю. Но я им понятна. В моем сотрудничестве с властью нет стремления к власти. Тебя чаще всего спрашивают про выгорание. И ты всегда говоришь, что не знаешь, что такое выгорание. Тогда поставим вопрос по-другому. Ты знаешь, я уже изменила эту свою позицию. Я уже знаю, что такое выгорание. Это знание пришло ко мне вместе с частично сменой рода деятельности. То есть, когда в моей жизни психоневрологические интернаты и дома престарелых стали занимать больше времени и места, чем хосписы, я узнала, что такое выгорание, потому что намного больше боли, труднее менять. И еще потому что это бесконечное какое-то горе. То есть в хосписе ты понимаешь причину, человек болеет, в семье горе, потому что близкий человек уходит из жизни и болеет, и есть развязка этой ситуации. Ты знаешь, что надо делать, и у тебя время от времени это получается. И даже если у тебя это не получается, то какие-то мелкие вещи в паллиативной помощи тебе каждый день удается понять, что ты не бесполезен, ты не зря. И это очень спасает от выгорания, действительно. Ты обожаешь свою работу, ты чувствуешь, что ты полезен, что ты нужен. В психоневрологических интернатах и в домах престарелых сама ситуация бесконечная. То есть человек находится в состоянии беспомощном, униженном, бесправном,
годами. И паллиативная помощь была создана с нуля, а здесь нет никакого нуля. Здесь воспетая, выкристаллизованная, отточенная система, которая создавалась на протяжении почти 100 лет, система расчеловечивания, ГУЛАГа, карательной психиатрии, система, унижающая в человеке и растаптывающая вообще все. Среднестатистический дом престарелых, особенно их отделение милосердия и психоневрологический интернат, это хуже любой ФСИНовской структуры. ФСИНовская, в смысле, тюрьмы? Да, хуже. Там люди, даже если считают себя невиноватыми, они знают за что. Да, в чем они не виноваты, за что они сидят. Ты понимаешь, что ты оттуда выйдешь. Или понимаешь, что ты оттуда точно не выйдешь, потому что это там пожизненный срок, или, я не знаю, здесь же тоже возможны всякие апелляции и амнистии. Еще ты дееспособный, у тебя есть права, ты можешь писать жалобы, у тебя есть адвокат. Ты не бесправен, как ни странно, находясь в местах лишения свободы. И ты остаешься во многом гражданином своей страны. Когда ты попадаешь в систему социальной защиты, и вот это убийственно, когда ты попадаешь в систему социальной защиты, ты перестаешь быть гражданином своей страны. Это просто мрак какой-то. Это система социального подавления, социального унижения. Чего хочешь, только не защиты. Люди сломаны настолько, что человек, которому сейчас там какие-нибудь 60 лет, и если он изначально сирота, и он жил в детском доме, потом он жил сразу, будучи еще инвалидом, в доме престарелых, потом он попал в психоневрологический интернат, это человек, который дня своей жизни не был свободным, понимаешь? Дня. Это не зэк, который знает разницу и живет по каким-то там своим понятиям. Это человек, изнасилованный системой, который нужен только для статистических данных. Ты хотела бы быть министром здравоохранения России? Нет, не хотела бы быть министром здравоохранения России, но я хотела бы иметь право принимать важные решения стратегические. Я не знаю, какие это должности. Ну, ты сейчас работаешь советником губернатора Нижегородской области, на общественных началах. На общественных началах. Я бы работала и не на общественных, если бы я параллельно не работала в Москве. Но нельзя работать руководителем государственного учреждения и оплачиваемым советником в другом регионе. Это такой компромисс. Да? Я бы могла быть и не на общественных началах, здесь мне ничего не жмет абсолютно. Но в целом должности меня не пугают. Я очень хочу реформировать систему ПНИ. У меня есть идея объединения в одно юридическое лицо разных видов социальных учреждений, чтобы под одним директором была и надомная помощь, и дневной стационар, и пятидневка, и стационарная помощь, психоневрологический интернат и дом престарелых, чтобы можно было сделать преемственность, чтобы были правильные KPI, как их называют. Вот сейчас, как я отчитываюсь? Выполнением государственного задания. Что такое выполнение государственного задания? Это использование государственных денег на работу койки и на количество визитов. Понимаешь, что это никак не привязано к качеству помощи. То есть я могу поставить своим сотрудникам такую задачу. Ребята, мы недовыполняем, это правда, мы из-за ковида недовыполняем государственное задание в 2021 году. Значит, нам нужно выполнить госзадание. Почему? Потому что нам надо все деньги получить, которые нам Москва готова дать. Упрощаю тебе и зрителю потенциальному. 100 тысяч визитов будут стоить 100 миллионов рублей. Это я вру про цифры, ну просто чтобы понятно было. 100 тысяч визитов, 100 миллионов рублей. Если я все 100 тысяч выполню, я получу 100 миллионов рублей, из которых часть пойдет на зарплаты, а часть пойдет на, собственно, реализацию деятельности. Если я не выполню это, выполню 60 тысяч визитов, то я получу 60 миллионов рублей в результате. Если я всем заплачу зарплату, такую, как обещала, то тогда кусочек на то, чем мы помогаем, уменьшится. А если я объем помощи сохраню со всеми расходными материалами, тогда у моих сотрудников зарплата уменьшится очевидным образом, потому что они-то все равно работают целый день и 12 месяцев, и 5 дней в неделю. Привязаны ли эти два показателя, по которым я отчитываюсь, к качеству помощи? Нет, ровно наоборот. То есть качество помощи тем хуже, чем больше ты зашиваешься. Чем больше я зашиваюсь, абсолютно очевидно. Если мы сейчас вернемся к тому, чем я хочу в будущем заниматься, у меня должны быть другие показатели эффективности. Я должна работать на то, чтобы минимум людей
поступали на стационарную помощь, потому что стационарная помощь дороже и качество жизни хуже. Если я директор социального учреждения, большая часть моих энергозатрат должна идти на то, чтобы мои сотрудники сопровождали людей на дому, сохраняли их на дому, подключали к работе, к заботе соседей, родственников, вовлекали в социальные связи, работу местных сообществ, чтобы у меня приток закончился в эти учреждения. Не получается на дому. Давайте сделаем дневной стационар. Днем человек у нас, на ночь он возвращается домой. Не получается, давайте сделаем 5-дневку. 5 дней он у нас, выходные он дома. Это не значит, что выходные вы без помощи. В выходные к вам придет социальный работник, к вам придет медицинская сестра, можно будет использовать социальное такси, которое, благо, появилось сейчас в Москве в достаточном объеме. И только крайняя мера – это стационар, потому что это ухудшение качества жизни. И, конечно, стационар должен быть малой вместимости, потому что если мы говорим про социальную защиту как про альтернативу дому, то дома у нас не бывает 1000 человек, мы не пионерлагерь. Дома – это там, где все друг друга знают, все знают, у кого какое настроение сегодня с утра, кто как на кого за завтраком посмотрел, у кого ПМС, понимаешь, у кого там в сериале какая-то сложная ситуация, и он все время думает, а как же Карло дальше будет. Дом – это семья. Не может быть семьи на 1000 человек, и на 500 человек тоже не может быть, если это не армянская семья. Вот если правильно поставить задачи, наращивая помощь на дому, тогда у тебя вот чем больше ты можешь, тем больше у тебя денег на счету, как у директора. Чем больше людей у тебя трудоустроено вовне, чем больше у тебя ездит учиться во внешний мир, чем меньше у тебя в стационаре и чем больше у тебя тут, тем ты более эффективный руководитель, на тебе конфету. Сегодня это все не так. Давай, у меня оборот койки. Делай оборот койки, наращивай, выполняй государственные задания. Я считаю, что есть 2 основополагающие для качества жизни людей должности. Это губернатор и директор. Директор чего бы то ни было. Или главный врач. Директор ПНИ, директор или главный врач больницы, детского сада, школы. Вот это 2 человека, которые определяют качество нашей жизни по-настоящему. Любое учреждение работает так, как выстраивает работу директор учреждения. Он может быть или лентяй, он может быть равнодушный человек, он может быть трудоголик, он может быть реформатор, он может быть пофигист. И вот это вот будет вот это учреждение, вот оно будет. А почему в основном 95% сотрудников и руководителей Почему это женщины? Да. Очень много в благотворительности работает евреев, и очень много работает представителей так или иначе ЛГБТ. Кстати, в паллиативной помощи вообще очень много молодых людей гомосексуальных. И вот здесь я, наверное, понимаю, почему. Почему? Потому что если ты преследуемое меньшинство, то тебе не надо объяснять, почему надо помогать тем, кто слабее, тем, у кого меньше прав. Ты эту боль чувствуешь как свою. У евреев это, видимо, на генетическом уровне, вне зависимости от их сексуальной принадлежности. Но очень много. Одна из моих важнейших претензий к нынешнему государственному режиму заключается в том, что у нас отсутствует одна из базовых свобод – это свобода на тело. Да, По идее, ты со своим телом имеешь право, в какую бы ты партии ни состоял, делать все, что угодно. И любить кого угодно, и спать с кем угодно и так далее. Да, это очень чувствуется и в хосписе. Когда человек становится беспомощным, его тело перестает ему принадлежать. Он больше не решает, когда ему мыться, когда ему какать, ему ставят клизму. Он больше не решает, что ему есть и как будет себя вести его желудок. Он не может больше заниматься сексом, потому что его лишили права на приватность. А в ПНИ и в детских домах это просто выхолащивается. Ужас. Я думаю, что если бы жизнь была бесконечной, то я после социалки и ПНИ стала бы защищать права ЛГБТ. Несколько человек, которых ты упоминала, но надо бы прояснить степень твоей близости с этими людьми. Кем для тебя является Анатолий Борисович Чубайс? В моей жизни понятие «друг моих родителей» – это мощнейшая категория.
Друг родителей – это кусок родителей. Мне очень тяжело, когда я вижу, как родительские друзья болеют, стареют. Чубайс намного младше моих родителей. И это такая прям опора, это такой выдох, что он еще будет долго. Чубайс твой советчик? Да, и вторая категория – это учитель-советчик. Камертон, что ли. Мне очень важно, что он думает о моей работе и как он относится к решениям каким-то. Очень важно. Анастасия Ракова. Потрясающий руководитель. Такая тетка крутая. Блин, вот очень хотела бы научиться многому, как она. Я помню в самом начале, когда она пришла на эту должность, говорили, ну, все, короче, медицина будет в жопе. Девка молодая, не врач, ничего хорошего не жди. Руководила администрацией Собянина, а потом стала вице-мэром по социальным вопросам и медицине. Да. Первое время, значит, было тотальный такой ужас, который очень быстро стал сменяться качественным любопытством, потом уважением и потом полным принятием. То есть она стала вызывать к себе на совещания ведущих врачей, спрашивать, советоваться. Вообще человек во власти, который понимает, что он что-то не знает, который зовет, окружает себя, да, знающими людьми и прислушивается к ним. Как же это, блин, редко и как же это круто. Она мега работоспособна и не глуха. Вот не быть глухим – это просто величайшее умение. И я слышу хорошее от специалистов вне паллиативной помощи, да, про нее и ее решения. И она еще без двойного дна, она не лукавит. То есть тебе с ней работать комфортно? Мне не просто комфортно, я считаю, что мне вообще в жизни фантастически повезло на начальство. Вообще мне в жизни очень повезло на начальство с самого начала моего рабочего опыта. Опыт работы в Академии Каспарова, опыт работы в «Золотой маске», опыт работы в ЮКОСе. Совершенно просто невероятный. Под руководством Леонида Михайловича Печатникова и под ее руководством просто... Я ненавижу учиться, но я умею учиться. Я умею вытаскивать то, что я потом использую сама. Еще пара персонажей. Пойдем. Собянин. Крутой дядька. Крутой, умный, эффективный. Я очень люблю мужиков, которые отвечают за свои слова. Не позеров. И которые вообще не говорят лишнее. Вот, без лишних слов. Кириенко. Я не могу его воспринимать отдельно от родителей, потому что я его помню в чубайсовской команде совсем юным и очень ярким человеком из того времени, это 90-е годы. Это имя, которое в одном ряду стоит с Чубайсом, с Немцовым, с Гайдаром. И кто бы и сколько бы мне ни говорили, что сейчас это совсем другой человек, там, трам-парам, но он очень помогающий человек. Я понимаю, сколько в его руках возможностей, и понимаю, что нельзя эксплуатировать это. То есть нельзя там, писать или звонить. Ты имеешь возможность позвонить и написать ему в любое время? Я бы не хотела, чтобы мне когда-нибудь пришлось это использовать в интересах самой себя. Я не шахматист, я не умею выстраивать многоходовки разные, но когда нужно понять, как действовать, чтобы был принят закон о распределенной опеке, чтобы в Россию был решен и легализован ввоз незарегистрированных препаратов, сильнодействующих, противоэпилептических или обезболивающих, или релаксантов для детей. И вот в очень сложных логистически и с точки зрения закона и стратегии действий процессы, то, что можно обратиться за советом,
грамотным, выверенным, с разъяснением подводных камней, которые мне даже в голову не приходят. Я очень этой возможностью дорожу, прям дорожу. И еще я не так много встречала в жизни руководителей, которые в любой теме, вот Чубайс такой же, кстати, такая фантастическая цепкость ума и интуиция, вот ты говоришь, и он прям выцепляет болевую точку сразу и говорит, так, вот развилка здесь, надо думать, как вот в этой развилке быть. Это Об этом важно. человеке мы не говорили в интервью, но, насколько я знаю, он играет важную роль в твоей жизни. Это Дмитрий Муратов. Ой, да. Что он делает для тебя? Кем он тебе является? Муратов помогает мне верить в то, что я не идиотка. Хорошая должность. Я не знаю, почему он ко мне хорошо относится и верит в меня, но это тоже очень важная должность. Он потрясающий еще мужчина, кроме всего прочего. Он не лжет, но он из тех, кто скажет, вот тут неправильно, вот так не надо. Это важно. Когда человек становится хоть сколько-то известным, уважаемым, там, как хочешь это назови, ему перестают возражать. И это так отвратительно. Вот Муратов никогда не перестанет возражать. Ты не видишь ли дихотомию? Вот с одной стороны, человек, к мнению которого ты прислушиваешься, это Кириенко, а с другой стороны, человек, к мнению которого ты прислушиваешься, это Улицкая. С одной стороны, это Ракова, а с другой стороны, это Муратов. Ну, это Общество, круто. которое обычно просит от человека как-то определиться с его предпочтениями. Да пошло это в одно место. Почему я должна определяться? С кем, Нюта? С людьми я. Я вообще вот это... Почему? Что это за манера поляризировать обязательно? Ты с белыми или с красными? С розовыми я, которые посередине. Ты вообще за наших или против наших? Ребята, с какой стати? Я и там, понимаешь, и вашим, и нашим, и всем, кому нужно. А если пройтись по этим людям и задать им вопрос каждому. Слушайте, вот есть Федермессер, она никак не определится. Она с умными или с красивыми, с этими или вот с этими. Вот вам не впадло вообще ей руку протягивать, если ей параллельно протягивают руку те, с кем вы не рукопожатны? Ну, не впадло же, протягивают же почему-то. Нельзя все время все делить на черное и белое. Нельзя разводить людей по разные стороны баррикад. Если они не разводятся почему-то по разные стороны баррикад, это ура, это неплохо, это хорошо. Если есть что-то объединяющее, уж точно тема помощи тем, кто слабее, способна объединить разные полюса. Я могу отвлечь? Конечно, здесь подушечка есть. Если бы ты выбирала, кем бы ты хотела родиться, мужчиной или женщиной? Ну, сейчас меня вполне устраивает быть женщиной. Нет, женщиной. Есть определенные вещи, которые мне не нравятся в женщинах. Типа? Элементы физиологии, скажем так, женской. Как какие-то ошибки Господом Богом были допущены, мне несимпатичные. Но мне никогда не нравилось мужское тело, поэтому я бы не хотела жить в мужском теле. Как ты думаешь, наступит ли день, когда женщина будет президентом России? 100%. Просто никаких Мы доживем? сомнений. Не знаю, когда мы помрем. Но это недалекое будущее. Наступит ли день, когда в России изменится законодательство вот в той части, о которой мы говорили, living will, право человека распоряжаться собой? Наступит. Изменение и формулировки статьи об эвтаназии наступит. Женщина-президент России наступит. Это все абсолютно точно наступит. Потому что есть вектор, по которому развивается цивилизация, страны, общество. У России, безусловно, свой путь.
И в этой связи неправильно говорить, что Россия отстает от всего мира на 50 лет. Она в чем-то отстает, в чем-то ешкин кот опережает, в чем-то идет в кривь, в кось, и ты вообще не понимаешь эту траекторию, пока как бы вперед не понимаешь только оглядываясь назад. Но есть вещи, которые являются отражением развития человека как единицы, его самосознания. И это все неизбежно произойдет, потому что будет абсолютно все равно, президент мужчина или женщина. Не это будет важно. Понимаешь? Если бы ты была президентом, что бы ты изменила? Ну, что-то самое важное. Не дай бог оказаться на этой позиции. Не дай бог. И я-то на ней не окажусь никогда, потому что хотя бы желание нужно иметь, да, там оказаться. И правильно, что не окажусь. Мне не интересно ничего, кроме социальной сферы. Милосердие или справедливость? Милосердие. Справедливости не существует, а милосердие существует. Справедливости нет. Свобода или стабильность? А обе нельзя, да? Свобода. Правда или безопасность? Конечно, правда. Здесь вообще нету выбора. Работа или любовь? Я хочу, чтобы мое «хочу» и мое «надо» совпадали. Трудный вопрос, потому что с точки зрения такой обывательской я уже выбрала карьеру и работу. Но я так не думаю. Во-первых, я очень люблю свою работу. Во-вторых, у меня потрясающая семья. Просто им не повезло со мной, но у меня терпеливые, умные, красивые, офигенские дети. Илья, наверное, самый родной человек и самый близкий друг. И при этом я ежедневно выбираю работу. И вот когда ты делаешь этот выбор, получается, что этот вопрос надо задавать тем, кого этот выбор коснулся. Вот как они живут с тем, что я выбираю все время работу. Не карьеру, это разные вещи. Потому что для меня не существует этого выбора, когда вот ты принял решение, что ты с тем, кому ты нужнее в этот момент. А я вот это решение приняла. Я прекрасно понимаю, что я буду с семьей в тот момент, в который я буду им нужнее, чем работе. Страшусь этого момента, я не хочу, чтобы это там наступило, пришло, и вообще не дай бог. Но это же для меня простое решение, а для них, для всех это значит, что мама на работе. Смерть стоит того, чтобы жить? Не знаю, Кать. Жить очень страшно. Жить очень страшно каждый день. Не знаю. А любовь стоит того, чтобы ждать? Любви в жизни и очень много, и очень мало. Не надо ее ждать, ее надо видеть. Она есть всегда. Мы просто от нее бежим, прячемся, трусим. Не надо ее ждать, она присутствует. Она же не только в любви мужчины к женщине или там мужа к жене. Это же и дети, и друзья, и работа. Маму мою спроси, например, что она любит по-настоящему. Грибы собирать любила. Вот уж где человек абсолютно блаженствовал в лесу сбором грибов. Не надо ее ждать, надо учиться видеть. Я не умею. Сейчас спойте. Сейчас спеть, а что спеть? А вашу песню любимую. Что стоишь, качая, тонкая рябина, головой склоняясь, грустно молодым. Что такое счастье? Не знаю, что такое счастье, но я знаю, что такое почувствовать себя счастливой. И это бывают такие моменты. Вот я очень хорошо помню, мы ездили с подругой, с Катей в Карелию зимой, в
уединенное, тихое-притихое место, и там еще сели на снегоходы, и на этих снегоходах уехали на финскую границу, фактически там за 200 километров, в снежные горы, космический белый зимний пейзаж. И ты встаешь, и ты так проваливаешься настолько, насколько хватает твоих ног и задерживает тебя твоя собственная промежность, чтобы не падать дальше. И мы там лежали в снегу, и я говорю, вот запоминай, вот чувствуй, вот это вот сейчас. Это счастье. Вот там, видишь, такая дичка, яблоня Да. с красными яблоками. Вот этот кусочек счастья. Вот сидеть, и телефон сейчас не звонит, огурцы свои собирать. Ждать, когда роза распустится, вот эта желтая, там, чайная. Вот такие кусочки, моменты, вот эти стеклышки, которые в детстве собираешь, а потом перебираешь цветные. Вот такое счастье я понимаю. А так что такое быть счастливым? Наверное, если ты дурак, то ты счастливый. А если ты не дурак, то, наверное, вряд ли. Я не дурак. Все-таки. Ой, ты степь широкая, степь раздольная, широко ты, матушка, протянулась. Ой, ты степь широкая, степь раздольная, широко ты, матушка, протянулась.